Ну что, дорогие мои друзья, здравствуйте! Я рад вас вновь приветствовать в этом прекрасном зале на открытой кафедре МВУ. Вы знаете, на открытых кафедрах уже 20 лет выступают различные очень интересные люди. И первый раз, наверное, на открытой кафедре решается общегородской, открытый и очень важный процесс. Это процесс реконструкции Центральной площади города Ижевска. И об этом процессе Мария Бученко сейчас расскажет нам чуть подробнее. Встречаем аплодисменты Марию. Добрый вечер, спасибо, кто пришел. Кому не безразлична судьба нашего города. У нас сегодняшняя встреча вторая в серии встреч по концепции реконструкции Центральной площади. Этим проектом занимается компания PRP из Великобритании. Вот. И сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию первоначальную концепцию. Это то, с чего мы начали. Цель сегодняшнего события – это, в принципе, не просто вам показать, что сделали наши специалисты, британские специалисты, а получить обратную связь. То есть эта концепция, которая будет представлена, она для кого-то покажется очень неожиданной. То есть там заложены какие-то очень смелые решения, которые взрывают мозг. Вот. Я прошу не воспринимать, что это так будет, или в какие-то штыки. То есть все это организовано для того, чтобы мы с вами совместно обсудили, а как может быть по-другому, что может быть. То есть вот в сегодняшней презентации, в принципе, заложены очень смелые идеи, но этим и хорошо. То есть для этого, в принципе, мы и пригласили иностранных специалистов, чтобы они нам помогли взглянуть по-другому на наше городское пространство. У нас презентация будет состоять из двух частей. Первую начнет Саймон Кауфман, это главный архитектор компании PRP. И вторая часть презентации у нас в привязке к первой будет световая концепция. То есть тоже специалисты из компании Light нам покажут возможности светового изменения пространства. То есть как можно светом также очень выгодно выделить те или иные зоны. Передам слово Саймону. Спасибо. Okay, good evening, Chair, everybody. As Maria said, I'm Simon Kaufman from PRP Architects in London. Всем добрый вечер, как Мария сказала, я Саймон Кауфман, я представитель компании PRP в Лондоне. And I'm going to show you basically the first stage of the project work that we've been doing, which is really very preliminary. Сейчас я вам покажу первую стадию проекта, на котором мы работаем, все достаточно предварительно пока. And I think really the idea is tonight to just open your mind to our thoughts on the city of Ижевск generally. Основная идея на сегодняшний вечер, задача это открыть всем ум, всем разум для того, чтобы мы могли делиться какими-то своими предположениями. How we could formulate a master plan not just for the city square, but for the whole of the city central area. Поделиться предположениями о том, как можно формировать план не только что касательно центра города, но и вообще города в целом. And then just show you some ideas which we would like your responses to. И также мы покажем вам несколько наших задумок, о которых мы хотим ваши отзывы. We had three main ideas for the brief, which was about a vision for the city, an economic master plan for regeneration, and to create a new city space. Наши основные три идеи были сегодня в нашей презентации: это создание образа центра города, создание экономического плана для регенерации пространства и создание нового городского Just as a reminder that the red is the actual landscape design for the new square, and the blue is the general master plan area. Просто хочется вам напомнить, что красным здесь выделена территория непосредственно центральной площади, а синим здесь выделена территория, подпадающая под наш экономический мастер-план. We're just beginning we're in the end of the first stage, which is the analysis stage. Сейчас мы в конце первой стадии, первого этапа анализационного.
And you can see that we're a third of the way through the process. So we'll be coming back in the new year for another session like this, and then another one at the end of February to complete the design work. So it's very early stages. То есть видно, что мы сейчас только треть прошли все работы, мы еще вернемся под Новый год для того, чтобы новые наработки принести, и еще третий последний раз в конце февраля мы приедем. The process of involvement of the community is very important. Очень важно вовлечь представителей общественности в обсуждение проекта. Our idea from the very beginning has been to have these consultations with you throughout the process. С самого начала наш замысел был в том, чтобы на протяжении всего процесса проводить такие вот консультации с вашим участием. Because you know, ultimately, I am from London, from Great Britain, and you are from Ижевsk, and this square is for you, the people of Ижевsk. Ведь в конечном-то итоге я приехал из Лондона, из совсем другого города, а в Ижевске живете вы, и Центральную площадь мы делаем для вас. And I can bring my experience of what we have done in other places around the world, but really this square is for you to contribute your ideas for what you want to be for your city into the future. Я способен принести большое количество примеров со всего мира, того, как это делается по всему миру, но именно вашей задачей является привнесение собственных идей для вашей же площади городской. Okay. We took away some of the key issues last time we were here, and we heard some views and opinions. In particular, things like climate, the identity, a new identity for the city, what we should do with fountains and water, and some things people like. В прошлый раз мы выделили ряд ключевых вопросов, которые возник у представителей общественности, в частности, вопрос климата, вопрос нового характера города, вопрос задействования фонтанов. And what we'd like to start with is, first of all, to talk about the identity of Ижевsk in the regional area. И сначала мы хотим поговорить об индивидуальности Ижевска в регионе, в котором он представляет. Ижевsk used to be a closed city. Apologies to the people who are here this afternoon. They've seen a couple of these slides already. Ижевsk used to be a closed city, and now it is very open and connected to the world through the internet, through air travel. It's a very different place from what it used to be 20 years ago. Я прошу прощения у всех, кто присутствовал сегодня здесь днем, вы увидите пару слайдов вам уже знакомых. Так вот, Ижевск изначально был городом очень закрытым, и только сейчас он начал наконец раскрываться. С помощью интернета и самолетов мы имеем связь с любым городом мира. And it must look to how it sits in all of the cities in Russia and how it competes against the major cities and how it can draw people into Ижевsk who might go to Samara or Sochi and how it links to other cities like Ekaterinburg, for example. Также очень важно понимать позицию города Ижевска среди других российских городов и то, как он конкурирует с другими городами, в том числе за людей, как место туризма и так далее. For things like shopping or for attractions, it competes against cities like Kazan or Perm. С точки зрения туристических достопримечательностей или точек для шопинга, Ижевск конкурирует с такими городами, как Казань или Пермь. And even in the local area, one must consider the region of not just Ижевsk, but, for example, everybody who could travel to Ижевsk in, for example, 1 hour's travel. И даже если говорить о регионе, то нужно понимать, что город Ижевск это не собственный город Ижевск, но и также регион вокруг него, что есть огромное количество людей, которые могут просто приехать в город Ижевск, если им там есть чем заниматься. This is an area in the north of England where there are many cities like Manchester, Leeds, Liverpool. And if you are planning, for example, a new shopping centre in this area, you don't just think of the city, but you think of everybody who can travel within an hour to get to your new shopping centre or new cinema or a new facility. И вот, например, здесь представлена на севере Англии такая конгломерация из городов, таких как Лидс, Манчестер, Ливерпуль и так далее. И если речь идет о создании какого-нибудь нового объекта, например, торгового центра в Ливерпуле, то мы смотрим не только на ливерпульцев, но и на всех, кто находится в пределах часа езды в этот город. Okay. What's interesting about Ижевsk is that it's the centre of several roads. It's like a crossroads between the other cities in the local area. Что характерно для города Ижевска, что он стоит как бы на перепутье больших трасс, которые ведут из города в город. We've done some analysis work as part of the work we've been doing. This is one of the drawings which shows that Ижевsk has got a mixed-use centre. Yellow is residential areas, and the pink is kind of the industrial belts of the city. А также мы провели анализ центра города. Мы видим, что центр города имеет много функций. Здесь желтым выделены жилые районы, тогда как розовым здесь выделены промышленные. And we've also looked at the local landscape, and the dark green is forest. There is a lot of open grassland, and the white is the urban area of the general of Ижевsk.
Также мы посмотрели на ландшафт. Здесь выделены лесные места, здесь также травянистые места, а белым здесь выделен городской твердый ландшафт. And you can see the outline of the master plan site in the center. И видно, что в центре даже уже видна грань, на которой распространяется наш мастер-план. There's a lot of hills in the local area, and again you can see that the site is sat in the center of this group of hills. Здесь очень много холмов, в том числе, как мы видим, здесь очень большой холм, буквально в центре города подпадающий. In fact, the city square, where the government building is sat on the highest hill in the local region. Более того, сама центральная площадь, по крайней мере, то место, где стоит здание администрации, оно расположено на самой высокой точке этого региона. It's 175 meters above sea level to the top, and the gradient down to the pond is 75 meters. That's a very, very big fall. Над уровнем моря это возвышается на 175 метров, и идет градиент 75-метровый, постепенный в сторону к пруду. Это очень большой перепад высоты. It's actually the equivalent of about an 18 or 20-story building. Это примерно равно 18-20-этажному дому по высоте. Okay, a quick look as well at some of the history of Ижевск, because we thought it's very important to look at where the city has come from to know where it is going. Также давайте пробежимся по истории Ижевска, потому что очень важно для того, чтобы определить, куда идет город, нужно очень хорошо понимать, откуда он происходит. Once upon a time, it was all green fields with a river running through the middle. Когда-то здесь были просто зеленые поля и текущая речка. And I think what's interesting about Ижевск is that it was founded on a very big idea. Я считаю, что очень характерным и интересным в Ижевске состоит то обстоятельство, что он основан на одной очень дерзкой, смелой идее. Yeah, and the big idea was to create the pond, the lake for the metal factory. И смелой идеей это было создать дамбу и образовать вот этот пруд для нужд металлического завода. Yeah, and then some of the original buildings from Ижевск. Вот одни из первых настроений в Ижевске. And then these next couple of slides just show how over a period of time the city started to grow. And there's one of the original master plans of Ижевск. На следующих слайдах показано, как город постепенно развивался в последующее время. Вот, например, один из первоначальных генпланов города Ижевска. I think what's interesting about this plan in particular is that it shows a grid of streets and quite a dense urban fabric. Я считаю, что самое интересное в этом генплане то, что на нем показан достаточно плотно застроенный город с целой сетью очень плотных улиц. And you can see the original cathedral there as well. И видно здесь в том числе и старый собор. Okay, so and then over time the city grew. Затем проходило время, город рос все больше. And you can see that. And then new pieces got added. This was in about the turn of the century, 1900. Добавлялись новые элементы здесь, вот на сломе веков, 1900-е годы, фотография. And then eventually the suburbs grew during the 20th century. Затем за 20 век все больше и больше произрастали пригороды. And then what was the Soviet period made some very substantial changes to the fabric, which was to introduce the very big spaces of the city square and also some of the streets. И я считаю, что очень кардинально ткань города Ижевска была подменена в советское время, когда были построены большие открытые пространства, очень кардинально изменившие плотность. And of course the Soviet period saw the demolition during that time of the original cathedral. Ну, естественно, именно в советское время в том числе был разрушен первоначальный старый собор. But the construction of some of the monuments. Но также было воздвигнут ряд памятников, монументов. So let's have a look at where we are today and Ижевск today. Теперь рассмотрим, куда мы пришли сегодня, какой Ижевск сегодняшнего дня. Here's a plan that we will be referring to of the central area today. You can see the blue line showing the master plan area and the city square picked out. Вот план, на который мы сегодня будем опираться. Вы видите, вот синим здесь обозначена граница нашего генерального плана. И красным вот этот черный круг, это новый собор. Okay. We think Ижевск has an incredibly active community. It's one of the strongest and best things about the city. Мы считаем, что одним из самых больших плюсов, одним из самых сильных точек города, это его очень активное сообщество. The events and festivals and markets and celebrations held in the city spaces are really good. И совершенно замечательно проводятся мероприятия и праздники, проводимые вот в том числе площади.
I mean, actually, we think the people are the best asset of the city. And while the short time I have been here, I can really see that there is a very strong city spirit and a pride in the city, which I think is fantastic. Мы считаем, что именно люди являются одним из самых сильных сторон нашего города, и за то время, что я здесь был, я могу прийти к выводу, что именно люди являются залогом крепкого городского духа. We know you love your summer displays, the fountains and the light shows that take place in the summer period are very much loved. Также нам очень нравятся ваши самые зрелищные элементы, на вроде вот летних фонтанов. And in winter with the ice festival. И зимних фестивалей ледяных скульптур. And you've got some buildings around the square which have a really good character, we think, and they're very interesting buildings. Также вокруг Центральной площади существует ряд зданий, у которых есть своя уникальная порода, и мы считаем, что это совершенно прекрасно. But there are some issues and some questions about the square that we want to talk about and discuss. Maybe you might call, yeah. Но также есть и ряд, безусловно, проблем и каких-то вопросов относительно площади, которые нужно как-то обговорить. Okay. It's a very big space, and often it's just quite empty. Во-первых, это очень большое пространство, и часто оно совершенно пустеет. Actually, it's not so much the space itself. The edges of the space are also kind of difficult. The edges aren't very well defined. The space isn't contained. Более того, проблема не столько в пространстве, сколько в том, насколько зыбкие и нечетко отграничена одна зона от другой, не очень хорошо определена зона. And the quality of the public realm is often damaged. И часто достаточно низкое качество самой общественной территории. The buildings around the town centre are often in very poor condition. Жилые здания рядом с городским центром часто достаточно не в лучшем состоянии. Parking is a real problem. In some places you can just drive onto the square and you can park anywhere. It's very uncontrolled and unregulated. Также очень большой проблемой является парковка, она совершенно не контролируется, люди заезжают на своих машинах в Центральную площадь и паркуются где хотят. This can be a problem because it damages the surfaces of the paving and it can also be dangerous to pedestrians. Это может быть проблемой, потому что это, во-первых, разрушает несколько твердый ландшафт площади, во-вторых, это может просто быть опасно для пешеходов. Some of the spaces at the edge of the square are not used very well. For example, in the middle of the trees on the north of the square, there are sort of spaces which don't seem to have any function and are not used very well or efficiently at all. А также по краям площади есть пространство, которое практически никак не задействуется. Вот, например, подобные пространства около деревьев, практически у них нет никакой функции, там всегда пусто. Okay. Although the pedestrian routes are all there, you can walk through to all parts of the city, some of them are not very pleasant pedestrian environments. И есть весьма неплохая система пешеходных проходов, то есть можно попасть по площади из одной точки в другую, но само качество, сам вид, то, как выглядят эти пешеходные дорожки, не очень красиво. For example, this is the route down to Gorky Park from the square. It's just not a very nice route to walk along. Вот, например, такой пешеходный маршрут от площади до парка Горького, это просто не очень красивое место. There's not much to do in the square. And we've seen this, we saw this last time we were here, which is people stunt biking down the square, which, you know, okay, it's fun, but it's dangerous for pedestrians, and it also damages the pavement. Также на площади мало есть чем заняться, потому что раз мы обратили внимание на вот подобное место для такого экстремального катания на велосипеде, что, конечно, весьма весело должно быть так вот кататься, но может быть и немножко небезопасно для пешеходов. And one of the things that we understood very strongly last time we were here is that climate is a problem. It can be a very windy environment. И особенно четко мы в прошлый раз уяснили, что, конечно, большой проблемой является климат. На городской площади может быть очень-очень ветрено. Okay, we did a drawing, which we've, as part of our analysis work, which puts all of these constraints together. А также мы сделали специальную схему, которая как раз четко обозначена именно вот ограничения и проблемы. We also, however, think there's quite a lot of opportunities. Также мы считаем, что есть и большое количество хороших возможностей. We think there is the opportunity to bring the very beautiful landscape of the pond and the hills right into the centre of the city here in the square. Мы считаем, что вполне возможно вот прекрасный вид, открывающийся на пруд, на набережную, что его можно принести буквально в самый центр, в любую точку площади.
If we make the square a very green space and we keep the views are important, then we connect the center of the city into the landscape. Если мы сделаем в центре площади, например, зеленое пространство, то мы сохраним виды, мы считаем, что это очень важно их сохранить, и с другой стороны мы объединим в некое единое пространство пруд и площадь. There is a real opportunity here to create a really good urban square and park. These are a couple of the examples we looked at last time, one in Los Angeles, one in Chicago, where there is a new kind of park in the middle of the city. Есть совершенно прекрасные возможности для развивания очень красивого парка в центре города. Вот, например, вот примеры, которые мы видели парков в Лос-Анджелесе и в Чикаго, когда буквально поле цветов в центре города разбито. This is in the Chicago Millennium Park, where there is just a field of flowers in the middle of the city. Да, буквально вот поле цветов в центре города, это вот Millennium парк в Чикаго. There is an opportunity to look at the town centre and establish a master plan of all the streets and spaces in the central area of the city to connect it to the town square. Чрезвычайно интересно попробовать разработать некий генплан общего центра города, сделать некие объединяющие улицы, которые могли бы объединить в единый ансамбль с центральной площадью, весь центр. It's a real opportunity to think about what the central area of Ижевск can become in 10 years or 20 years. И есть интересная возможность порассуждать о том, во что именно превратится центр города через 10 или 15 лет. It's an opportunity to create a protected and comfortable environment for pedestrians. Есть возможность создать защищенную и очень комфортную для пешеходов зону. To create spaces with different character and activity. Создать пространство с разной индивидуальностью и для разных видов деятельности. And to create a better shopping and leisure environment for the people of Ижевск to use. А также создать более удобную среду для шопинга и для досуга, для того, чтобы она была задействована изучанами. And importantly, to create a place for people that people will like, of a human scale. И самое важное — перейти на уровень отдельного человека и просто создать место, которое будет просто нравиться людям. To use the topography in an interesting way and create to use the topography in the best way for the design. Также можно оптимальным и лучшим способом задействовать особенности топографии, склоны этого места. And the real intention is to create a very exciting and new kind of public realm. И, безусловно, очень много внимания на то, чтобы создать новую, очень красивую и эффектную общественную площадку. This is a South End Beach PRP scheme from a year or so ago, where we transformed the whole of the beachfront from a rather depressed English coastal town. Здесь South Beach — это один из проектов PRP, примерно 2-летней давности, когда мы превратили из достаточно неухоженной пляжной зоны, сделали такую, преобразили. And we did a drawing in the pack which just sort of diagrammatically shows all of these opportunities. А также мы сделали схему, на которой как раз более четко показаны возможности того, что можно сделать. Okay. So I want to talk a little bit now about the vision for the central area of Ижевск. Сейчас я хочу немного поговорить про нашу концепцию центра города Ижевска. Okay. And also, I think one of the ideas that we were discussing last time is what other cities could Ижевск become like? What other cities do we like? And one of them was the Helsinki. В прошлый раз мы также обсуждали, брали примеры городов, сопоставимых с Ижевском, на что может походить в будущем Ижевск. Один из таких городов — это город Хельсинки. Helsinki has a very dense central area and a larger suburban area that goes around it. В Хельсинки очень плотно застроенный центр города и большие пригороды, которые отходят от этого центра. It's also got a cathedral in the center and it's on the waterfront. И у него тоже, как и в Ижевске, в центре расположен собор, и тоже центр расположен на воде. The population is similar to Ижевsk. Actually, it's a little less. It's about 500,000. Также население сопоставимое с Ижевским, даже может быть чуть меньше, около 500 тысяч человек. And of course, it's the capital of a large area, Finland. Естественно, это является столицей большой страны Финляндии. We looked at the central area of Helsinki around the cathedral to see how the city works in terms of its density. И мы посмотрели, чтобы узнать, как работает центр города с точки зрения плотности застройки, мы посмотрели на самый центр, в центре которого был собор. This is a plan of the central area, and on it you can see we've put the blue line, which is the master plan area of the center of Ижевск. Вот план центра города Хельсинки, и вы видите, что мы на него наложили голубым цветом именно экономический план центра города Ижевска.
And we wanted to do a comparison to see what the density of Helsinki was like, the building density, compared to the centre of Ижевsk. Мы решили сопоставить плотность застройки центра города Хельсинки с плотностью застройки центра города Ижевска. Okay, so if you take all of the buildings and you squash them up, and you leave the open, and so you make how much building and how much open space. Если в рамках этого пространства взять все здания и немножко так их вот к углу максимально сгрести, то можно увидеть соотношение между открытым пространством на данной территории и застроенностью. And you come to Helsinki is about 60-65% building to open space. И видно, что в Хельсинки примерно соотношение такое, что 60-65% застроенности и 40-35% открытой зоны. The other city we wanted to look at to compare to Ижевsk is Riga, which again has a similar kind of population. It's about 700,000 people, just under. Следующий город, который мы можем тоже сравнить с Ижевском, это город Рига, тоже сопоставимым населением, около 700 тысяч человек. It has a very beautiful historic centre in the middle. В центре города абсолютно очень красивый исторический центр. And in fact, the central area, the 12th century part, is quite dense. И более того, этот исторический центр, он тоже очень плотно застроен. But it's very well loved. It has a cathedral and a town square and some very beautiful buildings in the centre. Но он очень красивый, люди его очень любят. То есть здесь очень красивый собор, несмотря на плотность. So we took the central area, and again you can see the blue line is the outline of the Ижевsk master plan area. Опять-таки мы посмотрели на план этого центра, и опять-таки наложили, чтобы сопоставить ижевские границы. And we wanted to make sure we included the big space around the cathedral, the main town square, and also the big spaces along the river. При этом мы включили в сопоставление эти вот большие открытые площадки около речки, около собора. And we squashed the buildings up. Затем мы снова сдвинули в край всю застройку. And we find that the density of Riga, it's about 50-55% built form, built area. И мы видели, что центр Риги застроен примерно на 50-55%. Okay. So what's Ижевsk? Теперь к Ижевску. And how does it compare? И как он сопоставляется. Okay, so there's our building plan of the centre of Ижевsk with the blue line to show the area. Итак, вот наш уже на центр Ижевска наложенная наша зона. And if we push all the buildings up Если мы to the side, все здания сдвинем в край, what you'll see is that it's a very low density centre. There's a lot of open space. мы увидим, что у нас очень неплотно застроенный центр с большим количеством открытых пространств. And actually, if you were going to build it to create a density which was similar to the centre of Helsinki or the centre of Riga, you could double the number of buildings and you would still have a lot of open space. И значит, есть потенциал аж удвоить количество застройки, удвоить количество зданий, и все равно это будет, останется очень много открытого пространства, и это будет соотношение сопоставимое с Ригой или с Хельсинки. And so the question is there then potential? And where is this open space? И поэтому вопрос, это что с этим потенциалом сделать и где оставить открытое пространство. Okay. One of the things that we wanted to do at the start of our work is to identify where is the centre of Ижевsk. С самого начала работы мы хотели четко определить, где же именно находится центр Ижевска. The centre of Ижевsk is a little confused. Some of the government buildings are not around the square, they are spread out to the northwest and the northeast of the city. And the shopping is some of the shopping is down to the south and away from the central area. Центр города Ижевска не удается так уж четко увидеть на карте, потому что большинство административных зданий, они не находятся на площади, немножко сдвинуты по краям, тогда как зоны для шопинга, они так все сдвинуты скорее к югу. Certainly if you want bars or restaurants to go to in the evening, they seem to be all over the city. А уж если говорить о каких-то вечерних мероприятиях, каких-то барах там, или вечерних клубах, то они, естественно, уж по всему городу есть. We looked at the different land uses of the central area, and it's a good, healthy mix of different uses. Мы посмотрели на то, как задействуется территория в центре города, и это достаточно хорошее, многофункциональное задействование. But there are certainly some uses which we wouldn't normally expect to see in the middle of the city, like the big industrial plants and offices. Но есть ряд функций, которые есть в центре вашего города, которые обычно в центре городов не увидишь. Например, вот такие промышленные зоны внизу. And even some people would say some of the hospitals or the university buildings shouldn't be directly in the city centre. А также многие сказали бы, что, в общем-то, и больницы, например, или университету тоже не очень-то место в центре города. This diagram just shows the general land use of the city blocks, and again, it's a very mixed neighbourhood with no clear
area of where is the center or particular functions. А на этой схеме вот здесь как раз указано общее предназначение кварталов, и как видим, здесь очень такое пестрое многофункциональное задействование, не очень четко определены границы, там, скажем, вот шопинговая зона, вот еще какая-нибудь. The public transport network, well, people can arrive at the city centre it's very evenly distributed. These are the bus stops and tram stops, and they are evenly distributed across the central area. А что касается сети общественного транспорта, то очень хорошо распределена равномерно по центру сеть, то есть и автобусы, есть и троллейбусы, то есть людям нет проблем приехать на площадь. The main roads help to start to define where the centre is. Основные дороги, они как бы начинают немножко определять, где именно центр. Yeah, and I think certainly the east-west and the north-south routes help to give us an idea of the centre. То есть каким-то образом они уже очерчивают некий центр, вот эти вот дороги, идущие с запада на восток и севера на юг. But really that's just where the cars drive. Но это то место, где вот, автотранспорт. The highest point we identified before is here. Как мы уже оговорили, самая высокая точка, она вот. So that's important, that's the top of the hill. Это тоже важно, это самая вершина холма. And the location of the historic and the civic buildings is also very important, because that's where people go to. А также очень важно расположение исторических построек и культурных построек, именно туда идут люди. And of course the other facilities that people go to is the entertainment, the shopping, and the business uses, the main business uses of the central area. Естественно, очень важны также досуговые, и офисные, и шопинговые тоже зоны, куда тоже люди стекаются. And people go to the parks, the open spaces, for leisure and recreation in the centre. Также для отдыха всей семьей люди идут в парки и самые зеленые зоны. So this started to develop a sort of pattern. Из этого формируется уже некая схема. And we kind of wondered, well actually, is there a central zone, a core, a city core, which is defined by a ring around the cathedral? И мы задались вопросом, может быть, есть некое понятие центра, которое определяется через кольцо, которое опоясывает вот, собор. And so that if you are going to concentrate or create a master plan vision for the central area of Ижевsk, would you concentrate in this ring with the cathedral at the center? И если говорить о создании нового плана застройки центра города, можно ли попробовать сконцентрироваться вот вокруг этого центра, центром которого является собор? Okay. So one of the issues we discussed was we want to discuss is access. How do people get to the city centre? Одним из вопросов, которые мы обсуждали, это вопрос доступности городского центра. Как люди добираются в центр? And this is just our analysis, really. Мы сейчас просто представим наш собственный анализ. Generally speaking, we think public transport is very good in Ижевsk. Buses and trams all connect into the central area very well. Говоря в принципе, в Ижевске очень хорошо развита система общественного транспорта, отлично, в том числе и в центр ездят троллейбусы, автобусы и так далее. We think the road network is very good as well. I mean, you can drive into here in a very good way. The road systems serves car transport excellently. Мы считаем, что здесь очень весьма удачная и дорожная сетка, можно практически куда угодно добраться, грамотно сделанная. We know that the city wants to develop a cycling network across the centre. That's one thing that we will start to develop in the next stage of our work. Мы также знаем, что в Ижевске хотят разработать определенные велосипедные дорожки, мы в том числе в дальнейшем будем более подробно об этом думать. One of the issues that we do think needs to be addressed is car parking. Один из вопросов, важнейших вопросов, которые мы считаем нужно рассмотреть, это парковки. We showed the picture before of uncontrolled parking that happens in a lot of areas. Мы уже показывали вам фотографии от парковки, которые никто не контролирует, где люди паркуются где хотят. And we think there is the potential to have a few multi-story car parks built in the central area, like this one in Germany, which would help control and put all the cars in one place, and the place should be the best place to access the facilities of the central area. Мы считаем, что есть потенциал установить в центре города такие вот многоэтажные парковки, как представлены здесь, вот в Германии. Это должно быть очень удачное место, из которого можно будет добраться в большинство точек в центре города.
This would also help free up some of the land around the central, around the square, which is just used for parking and isn't very efficiently used. Также благодаря такой многоэтажной парковке освободится очень много территорий близлежащей, которые сейчас не очень эффективно используются просто под машины. We have come up with a range of different places around the central area where we think it is possible to build a multi-story car park. Мы придумали целый ряд возможных точек, где можно поставить подобные парковки. Все вон здесь красным выделены потенциально. And we are discussing with the city authority, and also we would like your views on which of all of these 9 or 10 possible spaces are the best, maybe 2, for a city centre car park. Мы обсуждали это с городской властью, и нам интересно ваше мнение, как вы считаете, из вот указанных здесь, какие, может быть, одна-две точки, может быть, самые оптимальные для расположения подобной парковки. And ideally, perhaps in the future, there might be 2, one on the east end of the square and one on the west end of the square. Как одно из предложений, может быть, в будущем мы поставим одну парковку на восточной конечности площади и другую на западной. And we're talking about comfortable, well-designed car parking. Мы, конечно, говорим о парковке комфортной и грамотно устроенной. This is, well-designed. They can be simple buildings, but well-designed, so they integrate into the city environment. Это может быть простой, но очень грамотно спланированная постройка, которая весьма органично вписывается в общую установку. And good pieces of modern architecture. Также это может быть буквально произведением современной архитектуры. Okay. Because if we enable the parking to come off the spaces, then we can create a more comfortable network of streets. И если мы с помощью парковок уберем машины с улиц, у нас освободится территория под более комфортные улицы сами. Which is important to create a network for pedestrians. Очень важно создать хорошую сеть пешеходных дорог. This diagram shows all of the pedestrian connections in the centre, which are good, but it's just that the environment that you walk down often is not great. На этой схеме показаны все пешеходные маршруты. Как мы видим, сама схема весьма удачная, но каждый маршрут в отдельности не очень ухожен. There are some very interesting and good little spaces around the city, but they could be used more effectively, and we could do some more with them. For example, this area here around the column, it's somewhere that you find it's not an active part of the city. Есть по всему городу просто такие небольшие аллейки, которые не очень красивые, но они могут более эффективно задействоваться. То есть, вот, например, здесь вот у колонны такое тоже место, которое, оно достаточно не оптимально задействуется. So it would be great to go here and go for a coffee and spend some meet a friend and sit for half an hour, and maybe have lunch. Было бы здорово в такой аллейке, например, прийти и, не знаю, полчасика посидеть, попить кофе и встретиться с друзьями. We think there are some very good pedestrian boulevards. The streets in the centre, some of them are really good. Мы также считаем, что есть и очень удачные, красивые бульвары для пешеходов в центре города. And we did this drawing just to show where we think there are areas of very good character. И вот на этой схеме мы определили вот именно эти вот фиолетовые бульвары, где очень красиво все. But in terms of character, the central area, particularly the square, has many different characters to it. Но с точки зрения индивидуальности территорий, все вот эти территории, в том числе, особенно даже в Центральной площади, у них очень много характеров. You have the wide open spaces of the lake, the square itself. Это такие типы территорий, как очень открытый пейзаж у озера, это очень тоже открытая площадка на самой площади. And then many of the areas around the square where you have the parking or spaces in between buildings which are not part of the square, they are sort of something else. They don't have a clear definition of their use. А также множество таких вот не очень принадлежащих к самой площади территорий, то есть, например, вот эти парковочки, вот эти вот места между зданиями, они не очень складываются в единый ансамбль с площади. This is particularly true of the north and the south sides of the square. And I'm not talking about the area which is used for the square itself. I'm talking about the area, for example, in front of Tsum, the area in front of the Park Hotel, or on the north side where all the trees are. Это вот особенно верно для таких вот расположенных на северном и на южном конце площади территорий, то есть там, скажем, около ЦУМа, перед Паркином, то есть такие территории, которые не очень понятно, что они вообще себя представляют. Okay. We did this analysis to look at the character of the built form. The grey blocks show
where the city blocks built right out to the street to create a good street network. Также мы сделали анализ оформления улиц застройкой, то есть вот серым здесь указаны очень плотно застроенные домами улицы, оформленные. The green spaces are the actual open space, the city square, for example, or the Park of the Eternal Flame. Зеленым здесь выделены непосредственно открытые пространства, то есть, например, площадка около Вечного огня, сама площадь. But what we wanted to just focus and think about a little bit is the areas which are yellow. Но над чем действительно придется работать, так это над желтыми зонами. This is where we think there are opportunities for development. Именно эти зоны, мы считаем, есть возможность лучше развить. Because in these spaces you have buildings which sit in the middle of space. Потому что в таких зонах, это, в общем-то, открытая зона, но в центре ее стоит вот такое здание. And the areas around the buildings or in front of the buildings are not really used very well. И площади, которые примыкают к этому зданию, открытые, они не очень-то и задействуются. They're not in the square, they're not a building, they're sort of... Они как бы не площадь, они как бы не здание, они вот где-то посередине. Okay. We did another comparison looking at the streetscape of Ижевск in comparison with a city like Helsinki. Также мы сравнивали сопоставляли городской пейзаж Ижевска с пейзажем таким, как Хельсинки, например. And this one you can see that where the cathedral is in Helsinki, the square is very built up all the way around the edges. То есть видно, что вот, например, площадь, которая примыкает к собору, она очень плотно застроена, то есть у нее очень четкие сформированные зданиями грани. And you can see that in comparison in Ижевск, on the far side, it's still very open. There is no clear definition to the space and the square. А если же посмотреть на подобный в Ижевске, то, как вы видите, там чем дальше, тем это более открыто и получается не очень четкое разграничение территорий. It's similar on the top of the hill near the government building. То же самое ситуация рядом со зданием правительства на самой верхушке холма. And if we also look at a comparison between the main streets of Helsinki, where most of the life and the activity is, and compare them to the streets in Ижевsk, they're also a little different. То же самое мы можем наблюдать, когда будем сравнивать основные самые занятые улицы вот Хельсинки и Ижевска, то есть самые такие активные. You can see on this one at the top, which is one of the main shopping streets, there are many gaps in between the different buildings on the street. Видно, что есть некие прогалы в застроенности в Ижевске на одной из самых деловых шопинговых улиц. То есть эта улица, она не вся сформирована фасадами. And even if we look at Pushkinskaya, this is not next to the sports arena. This is further up the hill. One side of the street is very, very low rise or with holes in the building fabric. Также здесь мы можем смотреть на Пушкинскую, то есть это такая зона далекая от спортивного вот этого вот. Здесь тоже мы видим, что практически пусто слева, то есть не застроено. And if we look at the street on the north side of the square, one side of the street is just trees and open space. Что касается улиц, которые к северу от площади, то действительно одна сторона улицы, она и вовсе является просто открытым пространством из деревьев. So we did this drawing, which kind of shows plots and where there is a solid street pattern and where the edge of the space or the street is broken and fragmented. И вот на данной схеме мы показали, где плотная кайма, оформляющая улицу, а где вот эта кайма, она не выдерживается и где очень открытые пространства. And so this is us thinking about where there may be opportunities for new buildings. И для нас, возможно, здесь существуют вот возможности для постройки новых зданий вот на этих точках. And you'll notice this isn't the actual square itself, not at all. This is all of the plots around the square. Как вы видите, здесь речь идет не о самой площади, а обо всех вот территориях, которые рядом с ней. So the size and the shape of the square itself stays exactly as it is now. То есть сама форма и сам размер самой площади, он, безусловно, остается таким же, каким он был. But what we actually do is look at how we define the edge of the square. Но мы пытаемся более четко определить границы самой этой площади. Okay. The other impact this will have is on the environment, because at the moment the open space means a lot of wind comes through the middle of the city and it's not stopped. А также здесь, безусловно, идет об открытости этого места, потому что очень ветреное, очень много идет ветра с пруда. A little side anecdote. I mean, as you know, I'm from Britain, which is an island on the Atlantic.
Ну и как вы понимаете, сам-то я происхожу из Великобритании, то есть из острова, который посередине Атлантического океана. And we know about wind very, very well in Britain, I can assure you. It's not so cold, but it can be very windy. Поэтому мы в Британии понимаем толк в том, как работает ветреность. У нас может быть не так уж холодно, но ветра бывает завались. And we get some very big storms that come off the Atlantic. И с Атлантики к нам идут очень большие штормовые ветра сильные. One of the interesting traditional ways that the coastal towns of Britain have evolved is very high density. И то, как традиционно выстраиваются города в Британии, которые находятся по берегам, следующим образом. The main street is built parallel to the water, and the buildings put together so that if you walk down the street, you are protected from the wind. То есть основные главные улицы, они идут параллельно водоемам, речкам и так далее, и они очень плотно застраиваются. Таким образом, люди защищаются от ветра постройками. And you create a comfortable environment for pedestrians. Получается для пешеходов очень удобная, комфортная зона. We wonder, looking back to the master plan of the central area, we wonder if there is a pattern here which you could apply to Ижевsk. И возвращаясь к мастер-плану уже Ижевска, нам интересно, есть ли здесь некая схема, которую можно в Ижевске воплотить? That you concentrate on developing the north-south routes as protected streets for pedestrians. Можно ли сосредоточиться именно на том, чтобы застроить эти идущие с севера на юг улицы максимально плотно для того, чтобы спасти от ветрености? And then you look at developing the blocks to create a defense against the wind that comes off the lake. То есть разрабатывать эти блоки так, чтобы они давали сами эту защиту от идущих с пруда ветров. So you actually think about climate and the protection of people from a master plan level. То есть можно даже на уровне генплана думать о защите от людей от климата. And the aim being to create comfortable streets, maybe there is some pedestrianisation in the centre, but a high quality environment. Ну и, естественно, в центре можно таким образом сделать очень высококачественную среду для пешеходов, очень комфортную. And a network of small spaces in the city, which are maybe some of them are green, like this one in London. А также в городе можно создать некую сеть таких небольших пространств, в частности, в том числе и зеленых насаждений. Вот, например, в Лондоне такой пример. And maybe some of them are hard landscapes, like this one, with cafes around them. Какие-то, напротив, будут с твердым рельефом, такие как этот с кафе. Maybe this could become the environment around where the column is that we showed earlier. Может быть, именно подобного рода небольшие пространства можно устроить вокруг этой колонны, которую мы раньше вам показывали. And I think a cafe culture can work in Russia. This is in St. Petersburg, and it's a cafe which has protected outside seating for the winter. Также в России вполне может работать культура кафе, то есть например, в Санкт-Петербурге такое кафе, которое прячется под стекло зимой и когда холодно. Okay, so we get a green structure which goes across the city, and we try and understand the green structure. По всему городу есть, безусловно, зеленое нахождение, мы понимаем эту схему зеленого. But as you can see, the area where the green structure isn't, we try and connect it with new public realm and new green routes. Но как видите, что есть здесь территории, в которых никакого озеленения нет, и мы пытаемся создать некую связь, сделать нечто монолитное. And we look towards a master plan for the city core, which has a network of streets and squares and small squares. Также мы смотрим на мастер-план ядра этого города, в котором есть обозначенные ряды таких пересекающихся улочек. And which becomes the heart of actually what is already a very good ring of public spaces and landscape spaces around the central area. Они формулируют некое сердце, некое ядро того, что уже является центром города. And if you can build the heart of the city centre, then the next thing you can think about, in terms of the streets and the spaces, the next thing you can think about. Если мы сможем построить это ядро, это сердце городского центра, то следующее, что мы уже можем, о чем уже можем думать с точки зрения прилегающих улиц, это то, как именно люди будут задействовать городской центр. Я хочу немножко с вами поговорить о шопинге и о досуговых видах деятельности. You know, I think there's one of the problems of Ижевsk is that it's very difficult to have for a shopping environment here at the moment. There aren't any very good designer brands here, and why not?
Я считаю, что то есть проблемой Ижевска является то, что здесь не так уж много встретишь хороших брендов с точки зрения шопинга, и почему же это так? You know, there are 800,000 people in the city, and if you include the surrounding neighbourhoods and other cities, there's over 1 million people who could potentially come and shop in the centre of Ижевsk. Ведь если в самом городе больше 600 тысяч человек, то получается и вовсе миллион, если суммировать это с общим регионом, так почему же никто сюда не хочет приходить? And at the moment, I think the main thing that stops the big brands coming here is the quality of the retail environment. Сейчас я считаю, то, что вот мешает брендам прийти сюда и начать здесь продаваться, это как раз качество вот среды для розничной торговли. It's not nice to say, but I don't think Vivienne Westwood would come to Tsum. Это не очень, конечно, такая хорошая мысль, но я считаю, что Vivienne Westwood в наш Цум не придет. And I think just a little discussion on how important actually shopping is to a city centre. Можно даже немножко поговорить о том, насколько на самом деле важен шопинг для городского центра. Sounds odd, sounds a little crazy. Это немножко кажется странным, что он настолько важен. But you know, shopping actually connects us into experiences beyond our city. It lets us see goods and products from around the world and experience new things. Но на самом деле именно шопинг открывает нам возможность соприкоснуться с опытом, который связывает нас с миром вокруг нас. То есть через продукцию, которая к нам приходит, мы связываемся с окружающим миром. It's also a social activity, and it allows you to interact with people that you wouldn't normally meet, and also go with your friends or your family shopping and take part in a social dialogue. А также это социальная деятельность, потому что мы можем ходить по магазинам с друзьями, можем встретиться с новыми людьми и вовлекаться в общественный диалог. It's the centre of every successful town or city in the West, in Europe and around the world. На Западе, в Европе и, в общем, по всему миру именно шопинговые зоны являются центрами самых живых городов, самыми живыми пространствами. Certainly every British and European city has a shopping centre where everybody goes on a Saturday to meet friends, to go with family, and it's a real social space and part of the dynamic activity of the city. В каждом городе европейском непременно есть такой вот центр шопинга, куда люди обязательно будут приходить там по субботам за покупками и в том числе общаться, проводить вместе время, с семьей в том числе. And today in Britain we're also building shopping centres with roofs to cover to create protection from the environment. А сегодня в том числе мы в Британии строим и крытые шопинговые центры, то есть для того, чтобы мы могли защищаться от дождя, например. And after people have been shopping there during the day, they stay for the evening. И когда люди уже сделали свои покупки днем в таких центрах, они могут остаться в том числе и на вечер. And at night time, they become a place where you can go to the cinema, go bowling, go to restaurants, go to bars. There's even nightclubs in the environment. И ночью в подобных центрах открываются и боулинги, и кинотеатры, и бары, и все на свете. And they're not just malls, they're not just simple boxes or shopping malls. New shopping areas are actually active parts of the city. И эти новые торговые центры, они не являются просто коробками, поставленными в городе, они являются такими активными городскими зонами. Which are real, which create spaces and streets and squares within the shopping district. Они сами образуют собой улицы и районы вот в рамках вот кварталов для шопинга. And this shows an example with a covered street, so you get protection from the weather. Вот пример подобной вот крытой улицы, которая дает защиту от климата. So at the moment, this is the diagram shows where the shopping, the retail is in the central area, and it's very fragmented. Здесь вот мы на схеме как раз изобразили, где в центре города расположены основные для шопинга магазины и так далее, и как вы видите, это очень фрагментарно они расположены. There isn't one place you can go shopping on a Saturday afternoon and walk around and go and see all the shops. Нет такого единого места, единого квартала, куда можно в субботу отправиться за покупками и просто вот обходить его, ходя по магазинам. We think that the part of the master plan for the street network of the central area would be to connect the shops and identify streets which would create a continuous network of shops, small businesses, cafes and restaurants around the centre. И вот одной из частей нашего как раз геймплана по созданию правильной сети улиц может как раз таки являться вот объединение магазинов в некий общий пояс, который можно просто обходить, да. And what this actually leads to is the creation of what we call a retail loop. Таким образом и формируется так называемая торговая цепочка или же торговая петля. And the square could be integrated into this.
И в эту торговую цепочку можно вполне включить и саму центральную площадь. And what a retail loop means is a piece of the city that you can walk around and just go shopping on a Saturday. И подобная цепочка, она означает вот такую территорию в городе, в которую ты просто попадаешь и можешь ходить по кругу и постоянно ты можешь на что-то новое натыкаться с точки зрения шопинга. And then one of the things that you have on your retail loop is a consolidated space for entertainment. И одна из вещей, которая должна присутствовать на подобной цепочке шопинга, это такое конкретное ядро именно досуговое. And now we will come to our specific proposals and first ideas for the square itself. И теперь мы перейдем к нашим первым, уже таким достаточно конкретным предложениям по центральной площади. One of which is to look at the creation of an entertainment space where the two cinemas are and improve on that as an entertainment space in the city. Одно из таких вот предложений – это создать некое развлекательное пространство между вашими двумя кинотеатрами и продвигать в эту сторону. Okay. If you remember, last time I was here, we talked about the square having two functions, one at either end. One is an entertainment space, and one is a civic space at the other end of the square. Как вы, может быть, помните, в прошлый раз я рассказывал вам, что мы выделили на площади две такие основные функциональные площадки. Одна – это развлекательная площадка, а другая – это такая гражданская административная площадка на другом конце. So the space outside the government building and the Udmurt Theatre is used for the big events, the big civic functions of the city. То есть площадка, которая дальше от здания администрации, это такая площадка, как раз используемая для культурно-массовых мероприятий, больших каких-то событий. And if you remember those that were here last time when I drew some sketches on the board, in between, the space is really used as a transition space to move from one square to the other. И как вы, может быть, помните, когда я там делал, на плане тоже вам рисовал, что в основном вот это пространство, которое между этими двумя площадями, оно просто используется как транзит для перехода между ними. And actually that's the primary function of that area in the middle today. И сегодня вот именно эта транзитная функция, она единственная практически вот у этой площадки. And then either side of the two spaces we have more transition zones where we get to go to either the waterfront and the monument on the west or the Park of the Eternal Flame on the east. За пределами вот этой вот площадки тоже еще больше транзитных зон, то есть это транзит на западе просто к пруду и к парку с вечным огнем на востоке. So we think it is very important that you keep these essential functions because people understand this and this is how the space works now very effectively. Мы считаем, что очень важно вот эту транзитную функцию тоже сохранить, потому что она очень понятна людям, она сейчас вполне эффективно действует. And also the size of the space is very important because at the moment the size of these squares works and you can have the events and the things that you want to do in those spaces. Также очень важно оставить непосредственно площадь этих площадей, то есть они достаточно должны быть большими, чтобы вмещать вот эти культурно-массовые мероприятия, и сейчас они достаточно большие. But what we need to also look at is how the square connects into the local area and the spaces that are around the edge of the square. Также очень важно понимать, как работает взаимосвязь вот этих площадок с тем, что прилегает к ним. So I'm going to just show you some very first ideas, and they're very loose, they're very sketchy, and they're just first concepts, really. Сейчас я покажу вам несколько наших первоначальных задумок, они пока еще в таком очень суровом состоянии, такие просто первоначальные наши размышления. And the purpose of us being here is to take as many comments as we can from you, so that we can take the comments away and improve the ideas and make them better and make them more into what you want out of the city square. И сегодня мы как раз приехали для того, чтобы как можно больше ваших комментариев по поводу этих задумок услышать, чтобы мы смогли эти комментарии с собой унести, там уже проработать и улучшить наши предложения. Okay, we're talking about a space with four main characters: the civic square, the entertainment square, and then the two zones in the two other zones, which are more transitory. То есть вот мы наблюдаем, что здесь у нас такая площадка, площадь, состоящая из нескольких площадок, например, развлекательная площадка, гражданская административная площадка и вот эти транзитные зоны. And that's four distinctive characters. Это четыре очень четких типа площади. At the moment, the square is all one character, and we want to create four different areas. Сейчас площадь, в принципе, представляет из себя пространство одного типа, а мы хотим разделить ее на четыре очень разных типа пространств. We want to create better routes and access to the square as well, from all directions. А также мы хотим сделать более удачные маршруты доступа со всех сторон к площади. We want to improve the edge of the square and keep the spaces the similar size,
but actually improve the function of the buildings around the square to help create an edge to the square. Также мы хотим укрепить и улучшить границы самой площади, то есть мы оставляем пространство непосредственное, но мы будем дорабатывать ту функцию, которую носят здания, окаймляющие. And actually also improve the quality of the views. И таким образом, в том числе, мы улучшим и качество видов, открывающихся с площади. At the moment there is kind of one view from top to bottom. Сейчас, в принципе, с какой точки площади не посмотришь вперед, вот перед тобой открывается один и тот же вид. We think the view is fantastic and we definitely want to keep it, but we want to play some games with it and kind of make it more of a narrative so the view changes from the top to the bottom as you go up and down the square. И сам-то этот вид мы считаем фантастическим, мы никуда ни в коем случае его не уберем, но мы хотим немножко с ним поиграться и сделать некий сюжет из видов, которые открываются, если идти сверху вниз. And we want to connect the square into the green network of the city centre. И также мы, конечно, хотим включить городскую площадь в такое сочетание зеленых зон в центре города. Okay, so this is our first concept sketch of the primary areas of the square. И вот наш первый концептуальный чертежик, набросок вот тех зон, тех площадок в площади, которые мы решили выделить. We've called it, there are kind of the 4 character areas translate into 4 principal zones. Мы считаем, что это такие 4 территории, которые каждый имеет свой характер, и они, собственно, и дают вот нового типа пространства. There is the civic square on the east, which is the same size and shape of space of the square today, but it is relayed. На самом востоке находится общественно-административная площадь, она точно такая же будет по размеру и по объему, просто она будет несколько переделана с точки зрения границ. There is the urban forest in the middle, which is a new piece of park in the middle of the city. В середине же площади должен быть может быть городской лесопарк, то есть такой новый парк, развитый буквально в центре. There is the festival square, we have called it, which is the center of a new center for entertainment. А также новая праздничная фестивальная площадь, которая будет центром развлечения. There is the bridge across the across the tram and the road with a great view across the lake. А также мост, идущий на трамвайной линии с прекрасным видом, открывающимся на пруд. And then there is what we call the garden terraces and the gardens and the steep slope that leads down to the monument. И целое, то, что мы назвали территория зеленых террас, которая снисходит вот сверху и вниз к самому памятнику дружбы народов. Yeah, so we'll look at each one of these in turn just to describe our vision for what might happen in each of these spaces. Сейчас мы каждую более подробно рассмотрим, чтобы поделиться с вами нашим мнением, что может каждый сделать. So first the civic square. Итак, во-первых, общественная площадь. Okay. We think the surface of the civic square should go across the road, so it should read as one space right up to the government building. Мы считаем, что поверхность, ландшафт площадки вот этой общественной, она должна сохраняться, то есть идти даже через дорогу, чтобы можно было объединить визуально здание администрации и площадку. The traffic and the pedestrians would be separated, but the actual texture of the surface would be the same right across the road. Трафик и пешеходы, безусловно, будут разделяться, но, в принципе, основной вид рельеф, он будет сохраняться вот здесь. So it would be unified as one space. Это будет объединяться визуально в единое пространство. We think it would be a space of spectacle, where this is the place where we would put new fountains. Мы считаем, что это будет также очень зрелищной площадкой, то есть именно здесь можно будет, например, расположить новые фонтаны. The government building could be lit in a very dramatic way, and in front of it you would have fountains and water which would be lit, and that you could sit and just watch for half an hour or more as an animated space. Можно будет очень эффектно посвятить само здание администрации и перед ним расположить, например, такие вот вделанные внутрь фонтаны, которые можно будет хоть полчаса стоять любоваться, потому что они будут каждый раз какую-то новую схему красивую с собой формировать. We like these kind of fountains because they become something that people of the city can really, they encourage activity. Children will, in the summer, you can be sure, children will run and play and actively engage in the fountains. They're great fun. Нам нравятся именно такого рода фонтаны, потому что они способствуют оживлению территории. Сюда часто будут приходить дети, они постоянно играют с такими фонтанами, когда они поставлены. And actually also in the winter they can be turned off and you still get a good city square where you could have, for example, an ice rink over the top.
А зимой здесь замечательно то, что эти фонтаны легко отключаются, и в принципе это совсем не мешает самой территории, и можно даже хоть каток, например, разлить поверх. We think that there would be lighting sculptures in the square, which would also help create animation in the space. А также мы считаем, что могут цветовые скульптуры воздвигаться на подобной площади, которые, во-первых, осветят, и, во-вторых, они тоже как-то акцентируют пространство. In fact, lighting of the space is very important at night, and Oleg will talk a little bit more about that shortly. Вопрос ночного освещения на площади он чрезвычайно важен, и Олег вам чуть попозже расскажет более подробно об этом. And still it would be a really big space, so the seasonal events like the Ice Sculpture Festival would be able to happen in this square. И именно на этой площади все еще можно будет проводить точно такие же вот культурно-массовые мероприятия, очень большие, массовые, то есть вот как вот этот. And we think also some of the square could have grass in it. And then in the summer months, we would encourage people to go and sit on the grass. It'd be a space in the middle of the city that you could go and sit and relax and sunbathe maybe. Также мы считаем, что часть этой общественной площадки можно просто зарастить травой, и мы будем приглашать людей, чтобы они просто могли прийти, посидеть и там заниматься чем угодно. Это в центре города такое парковое место. We like this idea, which is from Chicago Millennium Park, which is of a canopy which goes over the park, that can be used to hold lighting for concerts. Нам очень нравится в Чикаго Millennium парке придумали так, что вот такой купол идет над пространством. В данном случае он просто предоставляет возможность для осветительных приборов. It's a really big but lightweight structure, and it means that in the winter they can cover this with a canopy, and so you are protected from rain or from snow or from wind. И эта, в принципе, конструкция, она большая, но совсем не тяжеловесная, а зимой, например, можно будет ее еще и покрывать сверху, скажем, стеклянным куполом и защищать таким образом от погоды или в дождь. Okay. And then could we do something better with the buildings around this part of the square? Можно ли сделать что-нибудь, как-нибудь улучшить в этой части площади здания? This is a project that PRP did a few years ago in London. It's Wembley Arena. Вот арена Уэмбли, которую несколько лет назад делал PRP в Лондоне. It's a building from the similar period to the Udmurt Theatre, and actually originally it was a factory. В принципе, это первоначально было здание того же периода постройки, что и Удмуртский театр оперы и балета. Изначально вот арена Уэмбли была фабричным. Well, we've converted it now into a concert venue. Сейчас же мы ее переделали в концертный зал. But what I wanted to show you is how it is lit at night. And the lighting has a really interesting animated display of colors and fountains and sound and music. Я же хотел вам показать, как она освещается ночью, как оживляется фасад с помощью световых инсталляций, фонтанов и так далее. Okay. The next space I just want to have a look at our ideas for is we call the urban forest. Следующая зона – это наш городской лесопарк, по поводу которого тоже есть у нас предложение. And this is the space which sits in between the civic square and the entertainment square. Это зона, которая будет между общественно-административной зоной и зоной развлечений. We had this idea which came from history, which was of the urban pleasure garden. Здесь наша задумка, она уходит корнями в историю. Здесь есть так называемый Pleasure Garden в Лондоне, сад удовольствий. And this was an idea common to cities in the 19th century, where you would have an area of forest in the middle of the city, but with cafes and restaurants and food and music and entertainment and theatre. В 19 веке часто буквально в центре городов разбивали буквальный парк, в котором вот были самые разные места для досуга, для проведения времени с друзьями, кафе, еда и так далее. And so the idea we had was that you could kind of create a contemporary pleasure garden in the middle of the city as a space which was more intimate than the two big spaces of the civic square and the entertainment square. И наша задумка состоит в том, что, может быть, можно попробовать разбить в центре города такой же вот, как бы своеобразный сад удовольствия, только современного вида, и это будет такое пространство более интимное для просто вот каких-то личных переживаний по сравнению с другими площадками. It improves the amount of parkland in the city, and also the trees help break up the wind and provide protection from the bad weather. С одной стороны, это увеличивает площадь парковых зон в городе, и с другой стороны, деревья посаженные, они в том числе дают защиту от ветра. So you can see underneath the trees would be an environment for sitting, for relaxing, a number of different clearings in the forest.
Под деревьями можно сделать обстановку, где можно просто приятно посидеть, и можно в том числе и какие-нибудь там сделать открытые места, полянки в этом парке. And in the clearings there could be activity for community events or lighting or sculptures or little cafes. И на этих открытых пространствах как раз можно самые разнообразные виды деятельности проводить, в том числе там общественные. And perhaps there are little pavilions in the forest. One of the ideas is that some of the historic buildings, which we know there are lots of problems with, could be relocated into the forest. И в том числе в этом лесопарке можно разбить такие павильоны, и как один из вариантов, вот как мы знаем, традиционные деревянные постройки, поскольку у них, будучи под вопросом, у них есть проблемы, может быть, их туда переместить, вот в эти павильоны. It might be a way of protecting and preserving some of these historic buildings of Ижевsk. Это будет, возможно, один из способов как-то сохранить, в том числе, вот подобные здания в Ижевске и не утратить их. Okay. The towers, the residential towers on the edge of this part of the site. Что касается уже вот этих вот жилых домов, которые по краю находятся. Okay, this is what we think could happen. This is a project in Manchester, which PRP has done, which looks at just recladding the outside of the building and improving the quality of those buildings. Это вот проект тоже PRP в Манчестере, да? В Манчестере, который начался просто с того, что мы перелицевали фасады зданий, сделали более красивые экстерьер. Because potentially the towers on the edge of the square could be some of the most valuable apartments in the whole of the central area. По большому счету, ведь те квартиры, которые находятся в этих 4 домах на площади, они же могут стать на самом деле самыми дорогими и ценными квартирами вообще во всем центральном районе. They have great views and a great location, but not in the condition that they are now. Они прекрасно расположены, у них очень удачное расположение, с них открывается прекрасный вид, но они, конечно, не станут дорогими в том состоянии, в каком они сейчас находятся. This is another project that we have done recently in London. Same idea, taking a tower block and improving it from a tower block from the 60s and improving it, recladding it. И здесь то же самое, один из проектов, который мы в Лондоне сделали, то есть берется жилая постройка, и она облагораживается с 60-х годов. Our practice PRP is one of our specializations is in the refurbishment of all kinds of buildings. This is another example of a building in Watford, which was an old factory building. I thought it was a little bit like these, and how you can refurbish and reconstruct the old buildings to new standards. Также одной из специализаций PRP как раз являлась всегда вот реставрация подобных исторических самых разных зданий. Вот, например, is this Victorian? Yeah, that's да, old Victorian factory. Да, вот старое еще в викторианские времена построено фабричное сооружение, оно было нами переделано вот в такую красоту, и, в принципе, я посчитал сопоставимо вот с вашим тоже зданием. Okay, and then we come to the festival square, the entertainment square. Затем мы переходим к фестивальной площадке развлечений. We think the entertainment square should be a really active space in the city with lots of interesting things to do and a place to spend time. Мы считаем, что вот эта площадка развлечений должна быть чрезвычайно активным, живым местом в городе, где огромное количество видов деятельности и способов провести время. We think it should be a centre for kind of art, for music, for culture, for the sculptures which are in the central area of Ижевsk, for light and interesting activities. Мы считаем, что она должна представлять такую некую сцену для живописи, для искусства, для самых разных креативных каких-то видов деятельности. If we ever got in the summer buskers or street artists, this is where they would come in Ижевsk. И, скажем, уличные художники, такие там, скажем, как на Арбате, да, они все приходили именно сюда. And we are looking at ideas for the reconstruction and extension of the buildings around it, so that you would add cafes and restaurants around the edges to improve what's there now and to make it a real centre for nighttime activity. Также мы ищем способы как-нибудь реконструировать и как-нибудь улучшить, переделать здание, которое окаймляет вот именно эту площадку, может быть, расположить там кафешки какие-нибудь на нижних этажах, то есть как-то улучшить вот само качество этой площадки. The idea is that in the future it would become a real centre for social activity in Ижевsk. И по нашей задумке именно здесь будет будущий центр социальной активности города Ижевска. This is a project in Rotterdam where they took a cinema and reconstructed it.
А вот проект в Роттердаме, когда был взят кинотеатр и был абсолютно перестроен. They rebuilt the facades and they lit the facades with new lighting, and they used projection to show moving images and moving pictures and moving lights on the outside of the building. Перестроили фасад, переделали фасад, его осветили очень красиво и даже используют световые проекции для того, чтобы фильмы, в том числе на стену, показывать. This is a project that we did in London, where we lit the facades of the building and the surfaces of the square, a small square, but it becomes a very lively and active community space. Вот тоже один и тот же проект в Лондоне, когда нами была подсвечена как сама площадка, так и вот здание, которое ее окаймляет, и получилось очень живое, красивое, активное пространство. Okay, and the other important part of this square is the bridge. Очень важным, конечно, элементом площади является мост. We want the bridge to still keep this fantastic view out across the pond and the lake and out into the natural landscape of Ижевsk. Мы хотим, чтобы с моста по-прежнему открывался потрясающий вид на пруд Ижевска, на набережную. But we also think the bridge could become a real marker, particularly as everybody for the site, particularly as everybody goes underneath the bridge on the road or on the tram. Также мы считаем, что и сам мост, он тоже имеет потенциал стать настоящей достопримечательностью и чем-то значимым, в том числе, особенно для людей, скажем, которые проезжают под ним. So we think we could refurbish the bridge and make a real sculptural feature of it for the daytime. И мы считаем, что, например, можно переделать мост и настроить целую некую скульптурную композицию над ним. Or light it to make it like a river of light at night. И это будет днем, а ночью можно будет эту композицию даже осветить и сделать некую световую реку. But it's a space in the entertainment square that's linked to this, where you can stand and take photographs of the view and just absorb everything that's going on around you. Этот мост он будет же примыкать к фестивальной площади, и это будет такое место, где можно стоять и делать, и фотографировать, и просто вообще проникаться всей красотой, что вокруг тебя творится. Okay, and then lastly, we'll come to some ideas for the terraces. И, наконец, я подойду к ряду задумок по поводу территории зеленых террас. Okay. One idea is that we connect the terraces with a long, continuous ramp that goes all the way down the hill. This is the steepest part of the site. Одна из наших задумок, учитывая, что это самый крутой спуск вообще в территории, это сделать некий такой единый пандус, единый снисходящий какой-то снисходящая рампа, которая идет сверху вниз. But the idea that the space, although it's steep, is connected with a continuous route, so that disabled people and wheelchairs could go, or mothers with pushchairs could go all the way down from top to bottom. Идея в том, чтобы подобный пандус, он был бы извилистым очень, и он бы объединял верх с низом, и он позволял бы, открывал бы доступ к верху и к низу, в том числе и инвалидам, и, скажем, матерям с колясками. And it could be a contemporary garden with a series of terraces of different themes going down the hill. Также можно представлять из себя современный сад, в котором будет ряд террас снисходящих, и каждая будет выполнена в своем стиле. Okay, that's one idea. We've also got some other ideas that we think you might be interested in, of what you could do with this space. Это лишь одна из задумок. Я думаю, есть у нас и вторая задумка того, что можно сделать с этим пространством. We had this idea that you could create the garden and then actually cover it and make it a protected garden. Мы считаем, что здесь можно развить сад и более того, его еще и покрыть и сделать такой некий зимний защищенный сад. This is a winter garden in a town in England called Sheffield. Вот зимний сад в Шеффилде, в городе Англии. Actually, it's very straightforward. It's a city street which is covered in a glass roof. В общем, достаточно такая простая у него схема. На самом деле, это городская улица, которая вот крыта и является таким садом в том числе. And inside, it has been created a botanical garden. И внутри у нее был разбит ботанический сад. And because it is protected from the weather, firstly you can grow plants all year round, and you can grow plants that you can't normally have in Sheffield. For example, you see palm trees and exotic plants here. И учитывая, что здесь такая защищенность от климата, здесь произрастает самая разная флора круглый год, в том числе и такие растения, которые в обычных условиях в Шеффилде не прижились бы, как видите, пальмы здесь какие-то растут. This is the outside of Sheffield Winter Garden, and you can see, really, it's just a covered street that connects two squares. Вот как выглядит снаружи вот этот вот зимний шеффилдский сад. Как видите, просто на самом деле такая крытая улица, объединяющая две площади. It's a beautiful part of the city. In the evening, it's often used for concerts. I've been in here and seen, a group of musicians playing classical music in this space.
And it's beautiful. It's an absolutely amazing part of the city. А также здесь же могут проходить в том числе внутри этой крытой зоны и концерты. Я сам видел, как там музыканты играют классическую музыку. То есть очень красивая, чрезвычайно красивая часть города. I mean, actually, it comes from a tradition which is not new. Covered arcades and covered streets, covered parts of the city go back 100 years or more. На самом деле, ведь эти подобные крытые улицы, они же уходят корнями в традицию совсем-совсем не новую. Вот подобные крытые аркады, они же им больше 100 лет как идеи. You know examples like Gum, for example, in Moscow, which is simply a covered street where you can have leisure activity in any climate. Например, ГУМ в Москве, он же по сути такой крытой улицей и является, которая вот просто такая крытая аркада, где может происходить все что угодно. Winter gardens and botanical gardens is something which there is certainly a British tradition as well, which goes back a very long time in history. Because I think like the people in Ижевsk are very interested in flowers and plants. I think also in Britain this is a speciality of ours. Зимние сады, подобные ботанические сады, они в Британии тоже, они традиционно всегда присутствовали крытые. Думаю, как и ижевчанам, в том числе, поскольку вам тоже интересны флора, цветы и так далее, и в Британии, в общем, это тоже всегда процветало. This is the palm house in Kew Gardens, which was built 150 years ago. Вот этому ботаническому саду ему уже около 150 лет назад был построен. But you know, we don't build them like this anymore. Сейчас, конечно, строят уже не так. We build them like this. Сейчас строят вот так. This is the Eden project in Cornwall. Это проект Эдем в Корнуолле. I mean, it's a fantastic project. It's built in the middle of nowhere. It's in an old quarry. Совершенно фантастический проект, он построен совершенно на пустом месте, вместе старой какой-то там шахты, что ли, то есть он не является частью никакого города или чего-нибудь. It's not near any particular town or city, and it attracts well over 1 million tourists every year who come 4 or 5 hours drive into the middle of nowhere just to see this project. И тем не менее, несмотря на то, что это не является частью никакого города, он до сих пор привлекает огромное количество туристов в год, которые там 4 или 5 часов будут ехать специально для того, чтобы посетить вот этот сад. Inside, it's simply a garden, a botanical garden, where plants and different varieties of species are brought from all over the world. Внутри это, по сути, вот тот же самый ботанический сад, где со всего мира флора самых разных типов привозится. I mean, this is the Mexican garden, I think, where they have kind of plants and flowers and from particular climatic regions. Вот, например, мексиканский сад, то есть у них разделяются вот эти вот садики по определенным климатам, по странам. And I'm not necessarily showing you this because I think you could build something as big as Eden. Eden is enormous. You go there, it's so big, it's unbelievable. But I think it's the idea of a covered garden or a covered space to improve the climate of the city streets. Я вам это показываю не потому, что намекаю на то, что здесь надо построить нечто настолько же грандиозное, как проект Эдем. Конечно, это огромный совершенно ботанический сад, но сама задумка вот подобного крытого зимнего сада, я считаю, что это то, о чем стоит подумать. And so we have this idea that you would kind of come off the bridge, there is the great view of the lake from the bridge, and you would kind of walk down into these kind of covered garden spaces as you walk down the slope of the hill. And you'd be looking at everything inside, which would be incredible and wonderful. And suddenly, you would come out of the bottom next to the monument and like, bang, wow, there's the view of the lake again. So it would create a sort of more dramatic narrative of spaces and views. И наша мысль того, как мы можем поиграться с видами с площади, как мы делаем некий драматический такой нарратив, сюжет, он состоит в том, что вот мы идем по мосту, и нам открывается вид над крышами ботанических садов на пруд, потом мы входим в сами эти ботанические сады, мы уже смотрим на то, что там происходит, мы выходим из них, и тут раз, нам снова открывается внезапно перед нами вид на пруд. And also create a real symbol of pride and interest in the city centre. Ну и в принципе это такой достаточно символичный был бы объект, очень, которым гордились бы люди, которые живут в центре города. And then the final drawing, which I'm going to show, I'm going to say it's just a sketch, and you know there's probably lots of issues and problems with it that we can talk about, but this is the kind of the big idea. И последнее, что я вам покажу, схема, это вот такая, конечно, очень ориентировочная, схематичная, но вот общая концепция того, что можно сделать центром. Okay, and so that what you get essentially is a new civic square which integrates with a master plan for the whole of the central area. То есть, по сути, у нас получается новая общественная площадь, которая интегрируется в общую концепцию центра города. Yeah. Now, I'm not going to, I mean, that's more or less what I wanted to show you this evening.
I think this, I just want to point out, this drawing is just our very first loose sketch. There's probably a lot of things on this that don't work very well. И это вот, в общем, более-менее все, что я вам хотел сегодня показать. Я хотел бы, конечно, отдельно оговориться, что то, что вы здесь видите, это очень такой сырой, приближенный вариант. И, конечно, наверняка здесь какие-то элементы, которые никак нельзя будет воплотить в жизнь. We're going to talk with the city over the next few days and with you about which sites can be developed, what sites can't be developed. И мы в ближайшее время будем говорить с городскими властями, чтобы более подробно обсудить, какие именно здесь элементы воплотимы в жизнь, какие недостижимы. I mean, on this drawing you can see a few things like, which are just notional ideas, really. На этом эскизе прослеживается ряд вещей, которые просто являются такими пришедшими в голову задумками. You can see the residential towers have been reclad, and you can see penthouses put on the roof. Вот, например, переделанные, как видите, вот 4 жилых дома, в том числе с пентхаусами, переделанными сверху. You can see some has been removed, and in its place is a new shopping centre. Как вы видите, здесь убран ЦУМ, и вместо него на его месте расположен новый красивый торговый центр. You know, we realise this isn't going to happen tomorrow or even in a year. This might be in 10 years' time. Мы понимаем, что завтра этого не будет, и через год этого не будет. Это может быть всего лишь через 10 лет воплотиться в жизнь. We see the square, the buildings around the festival square with have got bigger. You can see this space here built on the empty space next to the existing cinema. Мы видим, что укрупнились постройки, которые окаймляют фестивальную площадь. Вы видите, что сделана новая постройка на месте пустом, который раньше был рядом с кинотеатром. What we really wanted to show was that there is space to put new buildings around the edges of the square without actually affecting the size of the square at all. The square and the main space of the square stay exactly the same size. То есть мы на самом деле хотели вам продемонстрировать, что около площади есть вполне места для постройки новых строений, и эти новые строения появятся, но они никак не повлияют и не повредят самой площади, ее размеру или видам, которые с нее открываются. Okay. And that is more or less what I wanted to show you today. So thank you very much for your attention. Okay, I've talked a very long time. I'm going to introduce Oleg, who is going to talk a little bit about the lighting strategy. Вау! Единственное, что я могу сказать, давайте еще раз поаплодируем Саймону, скажем вам большое спасибо. Сейчас у нас с вами будет еще одна небольшая презентация, а после этого мы обсудим то, что мы увидели, и дадим нашу очень ценную обратную связь нашим коллегам. Можно поставить там вторую презентацию? Давайте пока представлюсь. Меня зовут Носков Олег, я представляю компанию Enlight. Мы работаем по этому проекту вместе с командой Саймона и занимаемся разработкой концепции освещения, которая позволит, собственно говоря, все вот эти интересные идеи, о которых сегодня Саймон рассказывал, не только сделать красивыми и прекрасными в дневное время, но также, собственно говоря, сделать так, чтобы этот проект оставался живым в вечернее и в ночное время круглогодично. То есть тут, наверное, вы достаточно уже устали, поэтому постараюсь очень быстро пробежаться. Первая часть у нас представляет тоже небольшую такую аналитическую часть, несколько фотофиксаций с основных ракурсов, чтобы посмотреть и показать, как выглядит Центральная площадь и непосредственная зона, о которой шла речь сегодня в презентации Саймона на данный момент. То есть вот первая фотография – это панорамный вид на Центральную площадь. Мы видим, что, собственно говоря, это микс разных цветовых пятен, расположенных на фоне города, которые как бы не имеют какой-то законченной формы, не представляют никакой такой очень интересный ночной образ. Достаточно интересное световое решение для здания, административного здания. Дальше мы смотрим фотографии 3, 4, 5. Это вот такой, как бы, собственно говоря, темный фон, на котором у нас несколько световых пятен, которые, собственно говоря, не дают достаточной освещенности ландшафта и так же, как и функционального освещения, но зато создают такой небольшой визуальный хаос, и большая часть света, собственно говоря, у нас освещает звезды, и, наверное, это нам не очень нравится всем. Еще несколько видов, то есть мы видим, что достаточно темное пространство, которое, с одной стороны, не очень интересно с визуальной точки зрения, и с другой стороны, оно, собственно говоря, недостаточно безопасно для того, чтобы в вечернее время кто-нибудь захотел там попрогуливаться и насладиться теми же прекрасными видами, которые открываются на пруд.
То есть, если это все подытожить, мы видим, что, как я уже сказал, у нас получается достаточно неэффективная система освещения, световой хаос, световое загрязнение, никакой, там сказать, системы навигации по объекту не предусмотрено. То есть, если человек первый раз в городе, ему очень трудно сориентироваться, куда же, собственно говоря, ему двигаться. Это выводы, которые справедливы, собственно говоря, к нашему проекту, но также можно их как бы говорить о целой центральной части города в целом. И, собственно говоря, в чем мы видим задачи нашей работы по этому проекту. Это подчеркнуть в первую очередь красоту города и ландшафта в целом, да, говоря о мастер-плане, о котором шла речь сегодня в презентации Саймона, и в частности Центральной площади. Обеспечение безопасной и простой навигации по объекту, выделить знаковые объекты города, которые в непосредственной близости находятся вокруг Центральной площади. И если все идеи, которые интересные, о которых сегодня говорил Саймон, будут реализованы, собственно говоря, и их, находящихся на самой площади. Ну и стимуляция активности в вечернее время и создание уникального запоминающегося ночного образа города и в данном случае Центральной площади города. Если говорить о том, как у нас используется площадь в данное время, это показано на верхнем слайде, по большому счету это транзитная зона, которая, собственно говоря, идет для прохода просто по ней, без каких-либо промежуточных остановок, то есть в вечернее время пространство, по сути дела, умирает. Те идеи, вот вы видите как бы реверс фотографии того скетча, который показывал уже Саймон, да, работа вот в таком ключе, правильный стратегический подход к освещению в ночное время нам позволит создать дополнительные связи и привлечь дополнительных людей, собственно говоря, в пространство не только в дневное, но и в вечернее время. Как говорил Саймон, у нас в принципе есть 4 основные зоны, которые у нас выделены разными местами в данном случае, каждая из которых имеет свою атмосферу, характеризуется своей активностью и, соответственно, световыми решениями, которые мы предлагаем. Каждая из них может быть разделена еще на более мелкие составляющие, и сейчас вот более детально остановлюсь на тех идеях, которые мы предлагаем. Но тут самое важное, что несмотря на то, что у нас эти пространства достаточно уникальны сами по себе и могут рассматриваться изолированно, нам хотелось и было интересно в вечернее время создать какой-то такой вот целостный образ с одной стороны, а с другой стороны создать какую-то такую динамику или ритм за счет света. И мы решили это сделать 2 способами. Первый из которых это умелое использование интенсивности освещения, варьирование уровня освещенности от более низкого к более высокому и так далее. Создать какой-то такой вот интерес, шаг, ритм движения по площади. И аналогичная идея в тоже таком чередовании белого и цветного света. Тут показана стрелкой, немножко не видно вот этой части, это предполагалось, что мы как бы объединяем в единое целое вот эту вот осью административное здание с памятником существующим, да, и вот этими пространствами, о которых говорил Саймон. Теперь, останавливаясь на всех пространствах, о которых шла речь, я, наверное, так более достаточно быстром темпе пробегусь по ним. Значит, первая центральная площадь. Как мы говорили из той презентации, которую делал Саймон, мы хотим сделать достаточно большое открытое пространство, на котором можно создавать различные совершенно мероприятия, чтобы оно было гибкое и позволяло, собственно говоря, беспрепятственно двигаться как в направлении пруда, так и, собственно говоря, пересекать его в разных направлениях. Для того, чтобы полностью вот это пространство освободить для любых возможностей, мы предложили использовать систему высоких опор, которые, в свою очередь, имеют, так сказать, эстетическую ценность, не только функционально используются для освещения, но также являются очень интересными элементами среды, как в дневное время, как в ночное время, как вот показано здесь, вот проект, который уже сегодня показывал Саймон, так и в дневное время они могут быть очень интересным дополнением и созданием какого-то такого объема на этом достаточно большом пространстве. Показано несколько из вариантов, которые мы можем рассматривать для этого проекта. Они могут как расположены быть как рядом для того, чтобы создать такой как бы ритм, перспективу, так и могут быть сгруппированы, как показано на вот этом слайде справа, чтобы создать какую-то такую интересную композицию, могут группироваться с флагами или какими-то другими структурами. На эти же опоры мы можем устанавливать дополнительные источники света, которые при различном освещении цветным светом позволяют нам создавать интересные очень световые
паттерны на тротуаре. То есть каждый праздник у нас может иметь свои определенные рисунки, которые очень интересно могут накладываться на основную идею праздника. Это в продолжении разговора, как мы видим, у нас вот показано две зоны справа в верхнем углу. Это где могут применяться такие решения, очень интересные подсветки деревьев, которые, в принципе, могут создать такую интересную очень променаду, которая заставляет людей двигаться в этом направлении. В этой зоне могут размещаться какие-то летние кафе, и очень интересная атмосфера, достаточно уютная, может создаваться в этих пространствах. Саймон в своей презентации показывал несколько примеров, как мы могли бы создать на территории Центральной площади какую-то систему, которая позволяла бы нам проводить достаточно гибко различные тематические мероприятия, временные выставки. Вот одно из продолжений этих идей может использоваться мобильные модульные системы, которые устанавливаются в определенных точках Центральной площади временно для подсветки каких-то мероприятий, убираются, и мы опять имеем пространство, которое полностью доступно для использования. Несколько слайдов, показывающих возможности того, как может использоваться вот эти идеи с интегрированными фонтанами в структуру площади, как это может меняться в зависимости от летнего и зимнего сценария. Да? То есть, в принципе, пространство оно продолжает у нас работать. То есть это вот самая большая проблема фонтанов, как в данном случае, который даже есть у вас, да, что, по сути дела, зимнее и осеннее время это пространство оно умирает. В данном случае оно продолжает использоваться и очень активно. Вот одно из предложений, которое у нас было, это создание такого многофункционального павильона, который располагается в правой части зоны, может интегрироваться в ландшафтные зоны, который может использоваться как небольшой сувенирный магазин, касса для продажи билетов, а также неформального такого площадки для общения. Опять-таки это призвано для того, чтобы освободить полностью пространство площади для использования. Дальше, вторая зона, она у нас называется рекреационная зона или вот этот городской сад. Для этой зоны у нас предполагается несколько таких интересных решений. Мы разделили это пространство на 4 зоны, с каждой из которых мы прилагаем такие очень интересные решения. Одно из которых мы назвали так, интересный Magic of Color, магия света и цвета, позволяющим создавать какие-то такие вот интересные магические сказочную атмосферу в пространстве для того, чтобы люди могли просто сидеть, отдыхать, наслаждаться этими видами и плавным перетеканием света на каких-то деревьях, на элементах ландшафта. Очень интересно нам показалось использовать вот в той зоне, которая указана вот на схеме в правом верхнем углу, это более такая камерная домашняя атмосфера, создать какие-то такие эффекты и немножко поиграть с восприятием, если можно так сказать. Вот вы видите на слайде справа сверху это дерево, которое вроде как в ночное время у нас в ночное время сфотографировано, да, но мы видим, что тень у него светлая, то есть светлая тень, как бы это не укладывается в голове. Человек, когда это видит, ему кажется, он пытается понять, как это все возможно. То есть у нас идея играть немножечко с восприятием. Ну, тут показано, собственно говоря, решения, какими можно это технически выполнить. Ну, продолжение этой же идеи игры света и тени, создание интересной такой атмосферы. Звездное небо. Тоже может быть разные формы. Вот этот проект, который очень нравится, я знаю, Саймон, он провел, меня несколько раз упоминал, это в Лондоне вдоль реки. Такое очень интересное решение создает очень такую уникальную атмосферу. И мы вот показали тоже этот проект здесь. Тоже могут совершенно разные быть решения, которые полностью освобождают пространство площади от каких-либо опор освещения, каких-то столбиков. У нас просто весь свет уходит наверх и создает вот такую интересную естественную среду. Пространства, которые более активны, это зона А и Б, в зависимости от того, как у нас будет развиваться проект. Это такие зоны, в которых могут дети очень интересно играть. И также, как вы видите, вот на этом слайде показано, что в зимнее время это тоже достаточно интересные такие можно создавать вещи и очень пользуются популярностью в вечернее время. Водные сады, о которых тоже вот мы говорили с Саймоном, это тоже какие-то интересные решения, интегрированные в ландшафт. Использование воды в разных ее формах, то есть в зимнее время у нас какие-то такие вот могут быть вещи в форме льда, динамика, цвет. Самое, наверное, активное, самое яркое и самое динамичное пространство – это фестивальная площадь.
которым у нас предполагает, что там это пространство будет живое, круглогодичное и круглосуточно. Несколько из решений, которые у нас сейчас есть на данный момент, это световые малоархитектурные формы, то есть которые могут принимать разные совершенно облик, могут быть мобильные, как показано на слайде сверху, могут быть интегрированы в, собственно говоря, какие-то скамейки, более такие тяжелые, функциональные, статичные. Какие-то световые арт-инсталляции, совмещающие в себе функциональное назначение защиты от солнца в дневное время и дождя, и вот в ночное время это просто как арт-инсталляция очень здорово смотрится. Очень интересная идея нам пришла в голову, как можно было бы тоже поиграть с восприятием. Очень простая система, которая позволяет, собственно говоря, человеку, можно сказать, общаться с городской средой. То есть, появляясь в луче света, человек видит на поверхности Земли разноцветные тени, и он начинает, собственно говоря, с ними играть, что такое взаимодействие. Получается вот этот вот канал общения между городом и его жителями. Следующее, наверное, более такие интересные вещи, более технологичные, это интерактивные инсталляции, которые могут также принимать разные формы, разный вид, может использоваться, комбинироваться как элементы для просто как скамейки какие-то, в зимнее время они могут подогреваться для того, чтобы также использоваться. Еще более интересная, наверное, идея – это интерактивная инсталляция, которая сама, так сказать, основана на sustainable технологиях, то есть у нас интегрированные в этой солнечные батареи, которые запасают энергию, а в ночное время дают такие вот интересные световые всякие сценарии. Тоже некоторые зоны могут быть вот такие вот решения применены для того, чтобы повысить активность этой площади. Ну, тоже интересное решение, это немножко другая технология, которые также могут быть очень интересны с точки зрения взаимодействия, различных сценариев, но также могут совмещать в себе какие-то познавательные функции. Например, несколько стоек на площади могут быть установлены, в которых могут стоять интерактивные карты города или какие-то исторические справки. Очень интересно может быть как для туристов, так и для жителей города. То, что говорил уже Саймон в своей презентации, очень важное значение, особенно для фестивальной площади, имеет объединение вот этого пространства и создание активности и взаимодействия с фасадами прилегающих зданий. То есть тут показаны некоторые из принципов, как можно работать с существующими фасадами, как можно сделать реновацию, какую-то реконструкцию для того, чтобы создать совершенно новый их облик, как это может работать совместно с площадью. Это вот классический, грубо говоря, способ работы с зданиями. И вот более такой интересный, современный, это опять-таки проекционная система, которая, мы назвали это Story of Light, то есть создать какую-то историю света, то есть какую-то концепцию, какой-то интересный, не знаю, образ. Это может быть, я знаю, что очень большое значение для города имеет Чайковский, да, то есть вот один из вариантов, как можно было бы создать памятник Чайковскому, но немножко более в таком современном виде, то есть вот один из вариантов. И да, это вот зеленая терраса, о которой говорит Саймон. Мы решили на данный момент сосредоточиться и показать, что можно сделать вот самым таким, может быть, радикальным приложением, которое было у него последним, и как это будет выглядеть проект, если мы все-таки придем и захотим создать здесь вот такие интересные ботанические сады, как это все-таки выглядит, насколько это сильно меняет облик всего пространства и города в целом. То есть вот это вот некоторые варианты того, как это выглядит снаружи, как это окружается. Вот видим пространство, которое используется для концертов, для каких-то массовых мероприятий в этой зоне. И варианты того, как это может использоваться, выглядеть внутри. То есть это вот ботанический сад, о котором говорил Саймон. Также частично могут использоваться для каких-то мероприятий, свадеб. То есть тут безграничные возможности открываются. И очень интересно как-то учитывать те идеи, которые есть в PRP, постараться их развить, дополнить и, может быть, показать такой возможности, которые безграничные есть, работать с этими пространствами и дальше получить какой-то отклик с вашей стороны и узнать, что вы на это думаете, и чтобы уже развивать это в правильном направлении. Есть уникальный момент, когда мы можем повлиять на будущее нашего города, только высказав свои пожелания, комментарии и мнения. Поэтому я бы хотел сейчас попросить товарищей архитекторов, просто активных горожан, дизайнеров,
высказать свою позицию по отношению к вот этим двум презентациям, действительно очень объемным, которые мы сейчас увидели. Пожалуйста, где лес рук? Первую руку вижу, пожалуйста, выходите сюда, микрофон вам. Здравствуйте, меня зовут Дагадина Надежда. Я живу в городе Ижевске с некоторого времени. И вот у меня к проектировщикам, к Саймону есть несколько вопросов. Первый вопрос – это, конечно, вопрос транспорта. При формировании общественных пространств очень остро стоит транспортный вопрос. Вот, в частности, в городе Ижевске, потому что те магистрали, которые проходят вдоль формируемого центра, они в часы пик очень-очень загружены. И формирование общественного пространства, я бы сказала, даже размажет вот этот час пик, и транспортная нагрузка на эту территорию будет всегда большая. Вопрос. Не единственный вопрос. Изучался ли как-то вот эта проблема и как она будет решена в концепции, помимо строительства многоярусных парковок? Это первый вопрос. Первый из нескольких. Второй вопрос, который меня тоже интересует, вот это формирование торговой зоны. Вот, например, из Стокгольма или той же Финляндии при формировании новых общественных зон, при участии бизнеса, администрации и так далее, основной аспект идет на формирование каких-то галерей, каких-то общественных пространств, где идет социализация общества, то есть который определяет как можно больше социальных контактов. Почему именно в городе Ижевске был сделан акцент на формирование торговой зоны, может быть, на каких-нибудь галерей, какого-нибудь бизнес-пространства? Именно почему концепция площади, концепция центральных мест в городе Ижевске была отдана торговой зоне? Это второй вопрос. Okay, well, I think in two very good questions. Thank you very much. In terms of the first question, transport and access, I think we aren't going to. Our scope and our master plan is looking at the core, the central area. If you remember from the diagrams, which showed the roads that go around the central area. Да, замечательный вопрос, большое вам за это спасибо. Если говорить о вопросе транспорта, но, как вы помните, мы в первую очередь рассматривали вот это вот самое ядро, самый центр, как вы можете помнить наши диаграммы, на которых указаны вот эти основные дороги. So we're going to be looking at the spaces in between the main north and south Pushkinskaya, and the roads going north and south, not those roads themselves. И мы в том числе будем рассматривать те дороги, которые находятся между основными большими вот этими магистралями, Пушкинской и так далее. То есть не на сами эти магистрали, а на то, что происходит между ними. What I would say though is that one of the ideas of the car parking is to help organize the streets within the central zone. И что я могу сказать, мне кажется, что идея парковок, она в том числе сможет помочь правильнее организовать поток машин внутри вот этой вот зоны, внутри вот этого квадрата. Because you know, within the central zone, and I'm talking about the ring around the cathedral that we talked about, parking is all over the streets and it blocks many of the small streets within the city. Потому что в центре вот этого круга между улицами, я думаю, что очевидно, что вот эти вот зоны для парковки машин, они на самом деле закупоривают и заблокируют вот эти вот небольшие улочки, которые могут применяться. Вопрос сразу. Транспорт не внутри, подъезды к центральной части, как они будут реализованы? Потому что я, как житель города, не смогу, допустим, после работы, например, подъехать к данному центру, потому что просто будет очень долго. Потому что транспортная сеть будет перегружена. Within the square, but the traffic along the main tracks, because I, as a citizen of the city, will not even be able to reach the square itself from the city because this is going to be so jammed.
Okay, I mean, I think I understand the point. It's a little beyond the scope of our specific master plan for the square, but I think the city will take the view on board and look at these issues and how it's being affected. Я понимаю ваши аргументы, безусловно, но и я считаю, что это может быть уже несколько за пределами нашей именно епархии данного участка, но я считаю, что городские власти, они рассмотрят в том числе какую-то более эффективную, возможно, схему распространения. I mean, I can talk a little bit about the second question, though, which is the issue of shopping and business and galleries. Если можно, я поговорю сейчас ко второму вопросу, в том числе перейду насчет торговых зон по сравнению с, там, скажем, галереями и так далее. And my answer would be yes, you're absolutely right. I think that there is everything. I talked specifically about shopping, but actually I'm talking about a mixed-use centre where there is opportunities for new businesses. An art gallery would be a fantastic addition to the central area. I definitely agree with that. И я абсолютно в этом плане с вами согласен, я считаю, что вы абсолютно правы. Я просто ввел презентацию шопинг как отдельную некую тему, но на самом деле я твердо верю в то, что это должно быть пространство мультифункциональное, в том числе, например, здесь должны быть площадки для бизнеса, и я считаю, что будет очень уместно и совершенно прекрасно, если здесь будет, например, галерея художественная. One of the activities that will be taking place into the next stage is an economic assessment of the city by Knight Frank, who are development consultants. And they will be identifying precisely what business, shopping, leisure opportunities we can bring into the master plan. Один из этапов нашего проекта будет создание экономического плана, который будет компания Knight Frank заниматься. Она будет анализировать, какие именно возможности бизнесовые, какие возможности торговые и самого разного рода можно будет разместить правильно на этой площади. Спасибо. Еще один вопрос. Еще один вопрос, но уже к представителям администрации нашего города. Вот за счет каких средств будет реализован данный амбициозный проект и какие, может быть, инвестиции, и за счет чего вы будете привлекать в город? То есть за счет девелоперов, за счет продажи или строительства новых высотных зданий? Как это будет реализовываться? Спасибо. Я бы так, наверное, ответила на этот вопрос. Ведь мы сейчас нашли деньги вообще, в принципе, на концепцию. Ну, что уже немаловажно. На такую работу, которая, в принципе, недешево стоит. Это не бюджетные деньги. Вот. Дальше у нас последует стадия проекта. И следующий этап – это стадия строительства. То есть это федеральные, республиканские, городские, это любые деньги, в том числе и бизнеса. То есть главное поставить перед собой цель, а дальше уже двигаться в направлении этой цели. Хуже, когда есть деньги, но нет идеи. Лучше, когда есть идея, и надо под нее найти деньги. И это все реально. Как показывает практика, в этом мире деньги под хорошие цели действительно притягиваются. Еще есть желающие задать вопросы? И Андрей Горшков, конечно, родной, иди задавай вопросы. Я не сомневался, потому что ты ждал этого момента. На самом деле правильно девушка спросила, то есть, потому что первым модератором этого проекта была все-таки экономика, да? Во-вторых, то есть все равно, так или иначе, чувствуется отсутствие стратегических связок с теми местами отдыха, которые существуют сейчас. То есть сад имени Горького, да? Тот же дворец пионеров бывший, да, и почему-то зона торговая, которую вы кольцо нарисовали, она почему-то как-то так смещена, то есть я обратил внимание, то есть улица Пушкинская, улица Советская, Карла Маркса, и вторая ее зона лежит где-то между переулком узеньким и переулком широким. Как получилось так, что зона, во-первых, как выбирали зону проектирования, так, да, то есть она какая-то несуразная абсолютно. Во-вторых, почему это кольцо было сделано именно так, а не с учетом каких-то сейчас особенностей города, то есть улицы, еще что-то, да? То есть почему именно такой выбор был сделан? То есть и где стратегические связки именно, то есть с местами, то есть сейчас, которые являются культурным наследием в том числе. Okay, I mean, I think we started off looking at the square, okay, and the central square, and one of the questions, if you remember, that we asked was actually, where is the centre of Ижевsk?
Как вы помните, мы отталкивались от самой площади непосредственно центральной, но еще мы задавались вопросом, а где же именно находится центр города Ижевска сам? And if you remember the sequence of images we showed, we looked at, I mean, this isn't just about shopping, right? This is about identifying where is the core of the city. И как вы помните, может быть, мы вам показывали ряд картин, в которых мы показывали, что здесь дело-то, конечно, не в шопинговых зонах, а в том, как определить настоящий истинный центр этого города, где он. And this is a core area of the city where we develop all of the streetscape into a network of streets and squares. И это такая ядерная часть города, в которой мы будем пытаться развивать дорожную сеть правильную. And if you remember the sequence where we looked at the top of the hill, the location of the government and main cultural buildings. И, может быть, помните, вот там, где мы смотрели на вершину холма, там, где административные здания. And also where the landscape spaces sit around which the landscape creates a ring around the central area. И также как ландшафт создает, формирует некое кольцо вокруг вот этой центральной точки. And actually the cathedral is the center point in this ring of about, well, if you look at sort of 2 blocks in every direction from the cathedral in the center. Так вот в этом кольце центром его является собор, и кольцо это образуется из построек, которые примерно за 2 квартала, исходящих от него. So if you go 2 blocks west, you get to the lake or the pond. And if you go 2 blocks east, you get to Pushkinskaya, and 2 blocks north, 2 blocks south. So that's actually the kind of the core of the city, centered on the cathedral. То есть мы вот обнаружили вот это вот ядро города, в центре которого собор, и, скажем, за 2 квартала к западу этого там уже мы спускаемся до пруда, за 2 квартала к востоку тоже Пушкинская улица, к северу и к югу и так далее. То есть таким образом мы обнаружили эту точку. Ну вот у вас та самая ядерность, которую вы говорите, она исторически сложилась несколько севернее, да, то есть буквально, может быть, метров 400, да, но севернее, да, то есть она сдвинута. И на самом деле вот та работа, которую вы проделали, да, то есть часть, она была в свое время проделана питерскими специалистами, и был сделан проект именно, то есть ухода Пушкинской как таковой, да, под холм, под это, то есть автомобильная трасса была проходила, а вверх был именно развлекательной зоной. Вот этого генплана отошли, то есть от этой планировки отошли. Это очень старый был план, то есть я не знаю, знакомы ли у вас нет, да? Вот почему все-таки решили вернуться к такой концепции? Или вы не знали, просто вот у вас свое видение такое? Well, I think this you just described that the previous master plan was described the city centre over a bigger area. And what we wanted to identify was a more consolidated core to the city. Ну вот то, что я так понимаю, то, что вы описываете в этом предыдущем генплане, там он очерчивал более широкий круг, я так понимаю, центральный, а мы сейчас вот именно искали какой-то более консолидированный, более четкий, такое ядро более плотное города. Я обратил на это внимание, потому что кольцевать по существующим зданиям, то есть, это экономически нецелесообразно, потому что другие здания, они будут как обломки стоять, да? Соответственно, то есть всегда, не знаю, может быть стереотип, конечно, проектирование ведется в рамках, то есть, кварталов, да, то есть по существующим, да, то есть, что, собственно говоря, и дешевле, и целесообразнее. Потому что половину здания, как у нас стеной стоит Пушкинская, да, половину здания не снесешь. А там вот у вас граница, которая проходила как раз где-то по дому 224, в котором я сам живу на самом деле. Поэтому я заметил это. А такой вариант у нас существует на самом деле. И если центр сместить, будет легче проектировать. Спасибо. С центром Хельсинки, с центром Риги. Я там был, все это видел. Но я еще вот хочу сказать, что есть такой город Запорожье, Украина. Вот архитектурные решения ихнего центра города один в один, как вот наши. Горка, здание правительства, телевышка, гостиница, спуск на Днепр. Если у вас будет такая возможность, рекомендую заехать и вот чисто посмотреть, вот, как вот все вот один в один.
И второй вопрос. Вот я считаю, что вот, в концепции Центральной площади как-то не освещена набережная, которая в процессе строительства и которая еще не закончена и, как сказать, не сформированы там зоны. Вот в частности обсуждается, что в старинных зданиях, которые будут реконструированы на набережной, вот там как раз будет досуговый центр искусств, музей, галереи. И вот то, что я видел, вот вашу схему площади, она почему-то была ограничена вот только той частью набережной, которая уже есть, а которая там в процессе строительства, она вообще вот выключена из вашей концепции, то есть там что еще вы можете предложить какие-то свои идеи, потому что там пустое пространство, абсолютно. There are plans for the space and buildings on the Esplanade already, which are about museums. There's some new museums being created there. А что касается эспланады, то да, насколько я знаю, есть какие-то вот планы по тому, что будет строиться на эспланаде, формирование музеев в этих постройках. The reason we haven't focused on it is it's outside the specific scope of our work, which is to look at the square itself and the buildings around the square. А причина, по которой мы лично не сфокусировались на эспланаде, она состоит в том, что это уже за пределами той заданной нам именно зоны для проектировки. I think Maria certainly, I think, will be able to say a few words about the Esplanade. Я считаю, Мария как раз может вам пару слов сказать именно про эспланаду. Действительно, Саймон правильно сказал, то есть границы проектирования, то есть те задачи, которые мы на данный момент ставим в части проектирования, то есть это от улицы Пушкинской до улицы Горького. Ниже площадка у монумента и ниже на данный момент отремонтированная территория, но абсолютно не живая. Это абсолютно другой проект. И сейчас параллельно, многие, наверное, знают, у нас тоже идет разработка проекта по музею Ижевска. Более того, Саймон, когда компания PRP и Саймон знакомились вообще с контекстом, с городским, то есть вся набережная и все здания, которые есть, и первый корпус оружейного завода, и пивоваренный завод Водолева, и индустриальный техникум, и генеральский дом. А вот весь этот контекст, он в принципе учитывался, и парк Горького существующий. Просто они не вошли в зону проектирования, то есть это немножко другая история. Но эти все истории, они могут быть соединены в будущем между собой. И сейчас в данном проекте в том числе учитывается, что у нас есть эти территории другие. Вот, и все-таки параллельно мы разрабатываем, то есть уже есть первоначальные концепции по музею Ижевска. И там учитывается не одно здание, а 4 здания, ну вот, которые я назвала. То есть эти все территории должны связываться между собой и, в общем, не дублировать друг друга, а быть разными и интересными. Вот, поэтому вот в данной концепции вот этот ваш вопрос, он учитывается, но не разрабатывается. Очень приятно слышать, что разрабатывается в другой всегда в такие моменты. Я перейду, наверное, в часть зала и уверен, что здесь у активных ижевчан тоже есть какие-то вопросы. Да, конечно. Подойдите, пожалуйста, сюда, если можно. Следующее. Хотелось бы на стадии проекта от компании получить определенное руководство не по поводу того, что там делать, мы как делать. То есть, что можно делать и что нельзя делать. Все, что касается прилегающих территорий и самой конструкции даже отдельных мелких частей, вплоть до плитки. Вот так можно делать, а так нельзя делать. Вот у меня такое пожелание. Ну, вообще ко всему к этому проекту. That is the goal. Спасибо вам большое, да, за эту ремарку. Это и есть наша цель. As I showed at the start of the presentation, this is the first of 3 stages, and that we will be doing for the project, and our very first ideas. На первом этапе просто был представлен анализ, наши самые первые разработки. We'll be coming back in the new year to make a presentation about our sort of outline design ideas.
На Новый год мы снова приедем и уже предоставим наш некий первоначальный дизайн. And then again in a month later, in February, to talk about the final design concept for the square. А затем уже в феврале, через месяц, мы приедем для того, чтобы окончательный план тоже обсудить. And by the time we get to the end, we will certainly be able to show more detailed views of specifics of the landscape and the environment. И к конечным этапам мы, безусловно, сможем вам гораздо более детально с вами поговорить о каких-то специфических частях, в том числе обстановки и так далее. The point of this discussion today, you see, is not, we don't want to show you the finished thing now. We want to engage in a discussion with you here in Ижевsk about every stage of the process. Сегодня же главное, конечно, не показывать там какие-то финальные этапы, а именно вот создать некую дискуссию о том, куда нужно привести город Ижевск. Хотела бы пожелание высказать, наверное, чтобы была какая-то учтена брендовость места, узнаваемость именно, что только в Удмуртии, только в Ижевске вот вы можете увидеть такое сочетание каких-то там архитектурных вещей и так далее, да, потому что город имеет свой бренд, в том числе, да, и хотелось бы, чтобы это было тоже учтено, чтобы это был не какой-то унифицированный там, приближенный к Европе город, да, правильно? I agree. I think that's great. I very deeply want the design, the end product, to be of the place, and the place is Ижевsk, and to be a unique solution for Ижевsk. Я совершенно с вами согласен, и я тоже сам хочу сделать такой в конечном итоге, добиться такого дизайна, в котором будет отражены все уникальные особенности Ижевска, который будет не такой, не типовой. Спасибо большое. Еще кто-нибудь? Александр Хрестин. Потому что, может быть, когда будет это все построено, я уже состарюсь. И как я буду спуститься, я спущусь, а как Interesting. Горки будут, да? I mean, it's certainly a question. I mean, I think there is escalators and travelators outside are certainly possible. The issue to consider is always maintenance. Это, конечно, тоже хороший вопрос, потому что на самом деле вполне возможно установить эскалаторы или травелаторы на открытом воздухе, но, естественно, нужно понимать, что вопрос ухода за ними здесь важен. I think, for example, in the scheme that we are talking about, underneath in the botanical gardens, it would certainly be possible to have escalators or inside them. То есть, естественно, что понятно, что, вот, скажем, в одной из наших концепций, если речь идет о ботанических садах, то, естественно, в крытом пространстве вполне возможно установить такие эскалаторы. Okay, well, we'll certainly take the idea on board. Thank you. Мы эту идею, безусловно, включим в наш список. Большое спасибо. Игорь, и тоже Александр. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы у нашей, да, Екатерина? Я хотела спросить, есть ли опыт создания подобных ботанических садов в климате, подобном Ижевску, в климате с большим перепадом температур? И насколько может быть комфортно зайти, допустим, зимой с минус 30, который у нас иногда бывает, в теплый ботанический сад и выйти обратно, если использовать это как пешеходную улицу? Well, you know, I mean, I've just come from London a day or so ago, and it's not a lot cold. It's pretty similar right now in London to what it is here. It's only a few degrees colder. Actually, the Russian winter is very cold. I mean, to minus 20 or minus 30, only for a couple of months. Вот, например, я совсем вот недавно только приехал из Лондона, и, в общем, особой разницы в температурах не ощутил. В принципе, здесь совсем несколько градусов холоднее, чем в Лондоне. И зима в России, она, конечно, она бывает очень холодной, до минус 20, минус 30, но она бывает такой только буквально пару месяцев. And what we need to think about is a system. I mean, the botanical gardens will be fine for nearly all of the year. And what we need to think about is a system that just works when the temperature drops for the month or a few weeks each winter below a certain level. И, безусловно, ботанический сад он будет, в общем, стоять круглый год, и нам нужно просто разработать такую систему, которая могла бы обеспечивать некую постоянность температуры вот в эти вот критические периоды. Now, in Britain, we don't need to worry about that because it doesn't drop that low.
В Британии, безусловно, мы об этом не беспокоимся, потому что у нас так низко не падает температура. But here in Russia, I think it would be perfectly possible to add a kind of heating system that will boost the temperature of the environment over that period of time. Но здесь, я думаю, в России вполне возможно создать некую отопительную систему, которая повысит на несколько градусов температуру именно вот в эти вот периоды. And I think certainly if we go ahead with the idea of the botanical gardens, we will be involving some technical specialists to make sure that they work, right? I wouldn't want to do them if they were going to fail. Естественно, если мы возьмемся за идею этих ботанических садов, мы обязательно привлечем особых теплотехников, специалистов, которые обеспечат возможность того, что это все-таки вот воплотимо в жизнь. Если это не воплотимо, то мы за это не возьмемся. Для растений это понятно, как сохранить природу, как поддерживать его. Но при зимних температурах разница для пешехода, который попадает в этот ботанический сад, получается порядка 40 градусов, с минус 30 хотя бы на плюс 10. Это насколько это удобно? Well, it depends on the transition from outside to inside. Ну, это зависит, конечно, да, от перехода между снаружи вовнутрь. And it depends on how we design it. I mean, for example, от того, какого типа переход мы сделаем. If you go directly from minus 30 outside to plus 30 inside, that's a big sudden change. But you know, you could have, like when you enter into a house, you have a porch. Right, you understand a porch is, yeah. So therefore, there is a space in between the outside and the inside. И, безусловно, конечно, если так мгновенно перейти с минус 30 на улицу, там, в плюс 30 в этом ботаническом саду, то ты, конечно, почувствуешь прилив сил. Но есть же такое понятие, как такие предбаннички, которые можно строить, в которых можно быть более температуру равномерно увеличивать или снижать. It's a matter that we will come to when we come to the detailed design of the spaces in the buildings. Это когда уже мы более в детальную такую вот разработку строений, когда мы войдем, то мы это поймем лучше. Спасибо большое. Сергей Шмаков у нас тянет руку еще. У меня не вопрос, у меня небольшое пожелание. В Ижевске есть традиция проводить концерты на Центральной площади на открытом воздухе. Для этого устанавливают сцену, приезжают артисты, выступают. Концерты многие проходят очень массово. У меня невысокая жена, и она не видит сцену из-за людей, которые стоят перед ней. У меня пожелание, да, когда вы будете проектировать фестивальную площадку, где возможно будет устанавливаться сцены для больших концертов, если у вас будет возможность, пожалуйста, подумайте о том, чтобы невысокие люди тоже могли видеть то, что происходит на сцене. Спасибо. Может быть, мы попросим наших коллег построить сцену сразу же постоянно, да, запроектировать, мне кажется, это... You know, when I go to a concert, always the tallest person in the audience is standing directly in front of me. Сам я, когда иду на концерт, всегда какой-нибудь самый большой амбал, он всегда станет прямо передо мной. I understand completely. Well, you know, we did have one idea like this, which is that the civic square was on a very subtle slope, like this. То, что я прекрасно вас понимаю, вообще одна из идей, которые мы разрабатывали, это сделать вот эту вот гражданскую площадку, на которой будут такие вещи происходить, возможно, ее поместить на такой небольшом, не крутом склоне, в свою очередь. Another idea was that it was a series of steps, just single steps going down in a particular direction. Другой же замысел — это вот такие серии ступенек, которые идут в каком-то направлении спускаются. So, yeah, I would say watch this space and we'll see what happens, see what evolves. Так что да, мы посмотрим, во что превратится эта площадка, может быть, что-то как раз подобное. Саймон, если там появится стационарная, красивая, большая сцена, чтобы не надо было ставить каждый раз, я думаю, что управление культуры администрации города скажет тебе спасибо. Ольга Гришина хотела задать еще вопрос. В первом встрече вы говорили о том, что можно свои предложения посылать по электронной почте, насколько вот ижевчане жили активны, что-то, может быть, вы использовали из того, что вам предложили, и насколько это вообще актуальная история, можно куда-то продолжать вам посылать предложения? Well, we certainly got some comments by email that were passed through to us from the city authority and from Maria. I believe the email address is still working. Of course, yeah. Actually, what you want to talk about, you should explain again how that works and how people should get in touch.
Ряд комментариев, безусловно, нам поступил, нам постоянно передавали его городские власти, и насколько я понимаю, что все еще работает этот почтовый адрес, вот вам. Мария Бученко вам сейчас расскажет про эту систему лучше, чем я в 150 раз. Я думаю, что примерно предложений от 10 до 15 поступило. Это поступило через канал сайта Техне, ну и несколько было через Арго. Вот ко мне лично в архитектуру, по-моему, одно предложение только пришло. Ну, то есть как-то, видимо, жители боятся общаться с администрацией, хотя мы, в принципе, открыты. То есть по электронной почте абсолютно почти без затруднений можно выслать какие-то свои комментарии, ну и даже можно встретиться. Вот, пока такой активности не обнаружено, но мы надеемся, что, может быть, после сегодняшнего нашего мероприятия кто-то вдохновится. Ну, то есть мы ждем предложений, мы ждем какие-то моменты для обсуждений или замечания свои. Ну, то есть все в любом формате. И вот после сегодняшней презентации, то есть обратная связь, ну, вот точно так же мы ее ожидаем. То есть, в принципе, в течение месяца вот что-то может быть, какое-то движение и обсуждение. Можно спросить? А вот хлебозаводы, которые находятся в этой зоне, в старинных промышленных зданиях, судьба у них какая в перспективе? Они в частных владениях, этих хлебозаводов, то есть это не городская собственность. И, в общем-то... Выводить их не собираются? Ну, вообще у хлебозаводов есть такая задача вывести из центра города основное производство, потому что вот в центральной именно части там уже просто устаревшее это производство и очень много трудозатрат. Вот, но пока этот вопрос не решается, и мы, честно говоря, не можем предположить, так как мы не собственники этих зданий, когда же это случится. Вот я вижу, что вот в концепциях это вот, об этом вообще не было ничего сказано. Ну, потому что это территория частная, и на самом деле я хочу вам сказать, что одни события тянут за собой другие события, и изменив одну какую-то территорию, потянутся в дальнейшем, придут к каким-то изменениям, к мыслям об изменениях и другие прилегающие территории. Поэтому, ну, Центральная площадь — это то, с чего мы начинаем. Так она вот так же все вот прямо вот сбоку. Ну вот Центральная площадь — это там, где мы что-то можем сделать. На самом деле все предприниматели, собственники прилегающих участков, они все привлекаются в наш процесс, мы у них запросили информацию исходную и так далее. То есть процесс идет. А территория около собора, вот музей Калашникова и улица Красногеройская, вот эта территория. На Бородина. С Бородина. Как она? Деревянная. Она вот деревянная, старинная здание. Бывшая психбольница. Это тоже не учитывается. Самый центр, самый пик. А это получается ниже, ниже Карла Маркса, да? Нет, Бородина. Напротив профсоюзов, насколько я понимаю, да? Ниже профсоюзов. Нет, вообще она там учтена, то есть там объемы есть. Купеческие дома, которые напротив музея Калашникова. Деревянные дома, вот, бараки, так можно сказать. Понятно, там еще территория реабилитационный этот центр. Ну, вот вообще реабилитационный центр, он в скором времени будет убираться. То есть уже есть решение по его переносу. То есть из центра города он будет убираться. А что-то там планируется? Что-то там республиканская земля, то есть пока еще каких-то очерченных планов нет. Ну, то есть они не входят в проект. Вообще вы внимательно смотрели на вариант. Да, то есть они вошли, эта территория там тоже учтена. If you remember, one of the ideas that we had to help protect the old buildings, the old wooden buildings, was to move them into the forest, the urban forest. Как вы, может быть, помните, что одно из наших предложений, как оставить вот какие-то деревянные постройки, это было перенесение их в павильоны в нашем лесопарковой зоне. And we think that that's just one of the ideas that we have, is that we understand there are some problems with there may be some problems keeping those buildings where they are at the moment. There's a lot of pressure to have them changed.
Мы понимаем, что вот одна из проблем, связанных с этими постройками, как раз вот проблемно оставить их возможности там, где они сейчас находятся, потому что очень много давления с тем, чтобы их убрали. But you know, at the same time, we understand progress. But at the same time, there's a piece of history there which is very unique for Ижевск, and it would be nice to preserve them in some way. И с одной стороны очень важен прогресс города, с другой стороны очень важно, что это все равно такие исторические постройки, которые, может быть, очень важно сохранить для того, чтобы сохранить культурное наследие. Чтобы их оставить, Я немножко добавлю про изменения Центральной площади. Вы знаете, буквально в пятницу, субботу у нас проходил форум инвестиционный в Доме дружбы народов. И к нам приехала Екатерина Шапочка из компании PricewaterhouseCoopers и Джеффри Николсон, руководитель практики консультирования всего PVC Россия. И они нам сказали, потому что, ребят, мы так искренне за вас рады о том, что вы взяли Центральную площадь как флагманский проект, который обозначит то, что в городе Ижевске начались большие перемены. И вот мне кажется, о том, что изменение Центральной площади – это действительно знаковое и очень мощное начало перемен, которые из этой самой высокой точки города будут распространяться на весь Ижевск. Вот, что хотел сказать. И последний вопрос, да, пожалуйста, и мы будем уже завершать. Можно я с места, да? Конечно. Вот скажите, пожалуйста, вот у меня опять вопрос к Саймону. Будет ли как-то учитываться в концепции фишки нашего города? Или, например, фишки Удмуртской республики? Например, город-завод, торговца калашников. Может быть, это какие-то будут этнические элементы в создании дизайна, например, плитки, которые будет выложена площадь. Вот такие фишки будут сделаны, и как это будет использоваться? Или это будет очередной зрительский ландшафт в Стокгольме или You know, it's very interesting. This lunchtime, we were sat in the restaurant having lunch, and we had almost the same discussion. Интересно, как раз вот сегодня за обедом в ресторане у нас была точно такая дискуссия про тот же самый вопрос. And we were talking about where would we get products made for the square, with how many things could be built or sourced locally, and how many things would have to be brought in from other places in Russia or from Europe. Мы обсуждали в том числе, какие продукты, какая продукция для создания его территории она должна производиться локально здесь, а какая должна завозиться какие материалы откуда-нибудь. And one of the things that we talked about was actually how this city is famous for metalworking. И в том числе мы обсуждали то, насколько этот город славится своей металлургией. And I think there is the opportunity definitely for objects in the square to be made, in the metal objects in the square, to be made out of metal. And I think that definitely this is something we will look at and develop over the next stage. Мы считаем, что как раз вот эту металлургию, например, можно отразить, поставив по площади самые разные монументы, связанные именно с каким-то вот железом, то есть сделать вот это как отражение вот характера города, что это возможно вот один из вариантов того, как отразить его фишку. Спасибо большое, давайте поаплодируем. Друзья, у меня есть еще одно пожелание, к которому, я думаю, мы все вместе с вами присоединимся. Если бы памятник Чайковскому появился на Центральной площади к 175-летию Чайковского, это было бы просто прекрасно. Памятник нарисуем? Нарисуем памятник? Ну, это вопрос. I think most definitely, yes. I think probably, possibly, one of the whole squares will be dedicated to Tchaikovsky in the final design. Я считаю, что вполне возможно, может быть, мы даже какую-нибудь целую площадку именно посвятим в финальном дизайне Чайковскому. Спасибо большое, друзья. Ну что, я думаю о том, что на этом наше прекрасное мероприятие подходит к своему концу, и слово для прощания я хотел бы предоставить Марине. Спасибо, Оля, большое за вопрос по поводу поступивших предложений и активности горожан. Ну, я озвучила, в общем, какова ситуация на данный момент. То есть мы все-таки ждем активности, ждем общения. Вот. Дальше мы будем организовывать точно такие же, то есть весь наш этот процесс проектирования Центральной площади, он продолжится в таком же ключе.
То есть о всех, в принципе, о наших шагах мы будем сообщать публично, да, в мир. Ну, то есть это и интернет, это и газеты, это, может быть, там какие-то передачи, ну и вот такие вот встречи живые. Вот, так что просим всех присоединяться к процессу, к участию в этом процессе. Ну и спасибо, что кто сегодня пришел и прикоснулся к этому историческому процессу. Да. Спасибо, что вам не все равно, что происходит в городе Ижевске. Всего доброго, друзья, до свидания.